Добрый день. Сегодня почитаем вот такую вот книгу. Называется «Габровские анекдоты». Такой вот у нее дизайн. Тут ничего, цена 90 копеек. Почему именно эта книга? Просто у меня в детстве у моей тети была такая книга. И мне как-то она в детстве нравилась. Анекдоты тут такие специфические, но мне нравились картинки. И картинки еще внутри нравились. Они какие-то такие простые, как оно полудетское, полувзрослое. В общем, книга мне-то запомнилась. Единственное, что она долго не прожила, потому что она довольно некачественно сделана. И там начали просто вылетать листы с ними. Но вот книга, которая была тогда у тети, она была чуть-чуть другая. Там тоже была, вот она в таком была форм-факторе, там был кот, но он держал ножницы, ножницы были большего размера, и там у него как мордочка кота была в одной из вот этих вот ушек ножниц. Я вот не знаю, это было какие-то разные части или это просто разные переиздания с разным таким вот дизайном. Потому что здесь нет первая часть, вторая, третья. У меня нет возможности их сравнить, так у меня нет другой книги. Так что полистаем. Есть кот, видите, какая-то у него такая вот. Не знаю, хвостами решил с другими котами помериться, что ли. Или хочет отрезать. Не знаю. Что такое вообще Габровск? Не Габровск, а Габрово. Габрово это город такой есть в Болгарии. И они там типа такие юморные все. В общем, город такой типа Одессы. И габровцы это такие типа как вот хитрый Ходжа Насреддин, это хитрый Петро. Вот такие вот примеры. Типа такой вот, они такие типа жадноватенькие, такие хитренькие. Ну и это повод для сложения анекдотов. Анекдоты здесь тоже немного не те, которые вот в нашем понимании. Скорее это здесь небольшие рассказики, которые, я не знаю, если их смысл там кому-то рассказывать, это просто как такие истории-прибауточки из жизни габровцев. Ну, давайте начнем. Так, издательство «Свят». Составители София. Ну, похоже, где-то в Софии печатали. Так. Что тут про войну? Сейчас. В общем, я, наверное, читать не буду, какое-то предисловие. В целом просто это про габровцев. Какие они там, какие-то сравнения с Троей, с Карфагеном. Ладно, давайте прочитаем. На нашей многогрешной планете погибло множество цивилизаций. Статья называется, предисловие, Габровская сокровищница. Причина этому, как утверждают историки, война. А причина войны, как утверждают философы, отсутствие единства. Не единство единственной династии, не единство единственного мнения, а диалектического единства величайших противоположностей, чувства меры и чувства юмора. Исторический опыт Габрова датируется всего лишь с 527 года. Но габровцы твердо решили не допустить того, чтобы их город постигла судьба Троя или Карфагена. Как люди, обладающие чувством мира и весьма бережливые, они дорожат миром, потому что война не шутка и стоит денег. Как люди, щедро одаренные чувством юмора, они спокойно подтрунивают над собой, потому что это не стоит им ни гроша. На шутки пока нет еще прейскуранта и специальной тарификации. Габровцы никогда не были Колумбами и Магелланами, потому что поиск вещь рискованная. Нет среди них Эдисонов и Маркони, потому что экспериментирование – дело дорогое. Нет Ван Гогов и Пикассо, потому что новое в искусстве не сразу получает должную оценку. Габровцы – открыватели, изобретатели, инноваторы в области идей, конкретнее экономической науки. Хотя они и рьяные атеисты, но по хозяйственно-финансовым соображениям. Однако это им не мешает с завидным рвением внедрять опыт Иисуса Христа, накормившего 2 рыбками тысячи людей. Многое процветает в Болгарии, но более всего процветает индустриальная Габрово. И не по Божьей воле, а благодаря предприимчивости и находчивости его скромных жителей, любящих шутку и смех.
И ты, путник, посетив проездом этот город смеха, можешь встретить там людей с различными пороками, но никогда не столкнешься с выскочками, маньяками, грандоманами и снобами. Габрово славится своими великолепными тканями, однако оно не может одеть нашу обносившуюся планету. Габровская обувная индустрия может достичь небывалого размаха. Одна всех не обуешь. Не обуешь. Но габровские шутки могут рассмешить все человечество. А вообще смех во всех, плохо написано, веках был и будет самой стабильной валютой. Не отправляйтесь без нее в дорогу. Какой-то родой ролей. Ну, вот, в принципе, понятно, о чем тут будет речь. Так, вот это не знаю, кстати, это кто-то разукрасил сам или так было. По-моему, тут были... не, наверное, все-таки было. Так, пролог. Узкие брюки и короткие юбки, планер, самую мелкую разменную монету, режим экономии горючего и электроэнергии выдумали габровцы. Узкие брюки и юбки, это, наверное, чтобы меньше тканей шло. Так, видите, книга такая разваливается. Хотя, возможно, ей там мало пользовались. Мало пользовались книгой. Еще один анекдот по-болгарски. Габровский. Так. О габровцах рассказывают, что однажды 7 габровцев ели похлебку одной ложкой. И когда мимо прошел давно разыскиваемый вор, никто не заметил его, так как все они не спускали глаз с ложки. Это как... Вот это кто раньше встал, того и тапки. Или в большой семье, точнее, не щелкой. Когда хотят дешево пообедать, покупают репу. Это выгодно втройне. Тут тебе и закуска для раки, и кушанье, и в доме пахнет ладаном. Ну, такое. Что-то как-то репа, как-то в моем меню она не входит. Не могу сказать даже, чем она пахнет. А дед меню поп ел настолько постные кушанья, что ими ему и не соблазнились. Да, настолько постное кушанье. Ну, мухи бывает еще и на другие вещи не слишком постные садятся, так что тут отправляясь в Шипку, они берут на прокат туристические ботинки, чтобы не изнашивать свои. Шипка, кстати, это, наверное, такой город в Болгарии, были такие сигареты Шипка. Я когда-то делал в доме ремонт, этот дом был где-то 69-го года, по-моему, и пол срывал, там нашел, кстати, такая пачка под сигарет, там Шипка была написана, поэтому я так помню. В общем, на прокат, говорю, еще коньки взяли на прокат, чтобы вообще ничего не сносить. Пользуются в хозяйстве деревянными мисками, потому что керамические быстро ломаются и приходится покупать новые. Ну, тут я поспорю, а что, деревянные что, дешево стоят? Тогда уже лучше сейчас какие-нибудь алюминиевые, там, стальные, я не знаю, чугунные. Как-то тут... Тут это не сильно современно уже. Они едят воблу, чтобы пить много воды и тем самым экономить на еде. Интересное такое открытие. Воблу. Воблу с пивом часто. Ну, не габровец, я не знаю. Покупают на топку только сучковатые поленья, чтобы погреться 2 раза. Сначала, когда их колешь, а потом, когда они горят. В этом есть смысл, да. Ничего не скажу. Так, Габровка всегда держит дома старые рукава от вышитой крестьянской рубахи. Она надевает их на руки перед тем, как приступить к вытряхиванию простынь и одеял в окне. Пусть соседи думают, что у нее есть служанка. Не сильно понятно, чем ей это соседи позавидуют. Ну, потом прибедниться не получится. Как-то тоже. Я хоть не габровец, но как-то спорно. Тут они прибедняются вроде как-то так, чтобы больше гешефт получить. А тут она... Ну, ладно, проехали. Покупают билеты в кинотеатр на первый ряд, они самые дешевые. А когда в зале погаснет свет, пересаживаются на задние места. Уходят, блин, габровцы. Вот это, может, они и придумали, но тут таких габровцев у нас в целом
пол страны. Особенно если там какие-нибудь задние еще такие диваны с такими атаманками, так вообще. Купив жене коробку пудры, время от времени добавляют в нее муки, чтобы хватило надолго. Ну это жене подбавляют. Да, ну это нормально. О жене заботиться. Натуральная, во-первых. Мука как бы, это натуральная. А там с чего-то пудра сделана. Вот это не дурак. Так. Они отрубают кошкам хвосты, ибо когда зимой такую кошку впускают в дом или выпускают во двор, меньше выходит тепла. Вот видите, вот это вот на обложке была кошка с этим, вот видно тепломер такой. Да. Не знаю даже, что сказать. Ну, собакам, да. Всяким доберманам, там, ротвейлерам, да. Кошкам. Ну, кошка, вот посмотрите на ее взгляд. Она такая, конечно, перепугана. Пьют только красное вино. От него хотя бы краска остается, а от белого ничего. Ну, танины, да, такое замечание. Такое красное зимнее вино. Белое летнее. Если в одну цену, наверное, да. На лице краска такая, румянец, знаете, как щеки не надо подводить этой пудрой. Как-то раньше буряком, это знаете. Купив что-нибудь, просят завернуть покупку в свежую газету, чтобы почитать ее на досуге. А вот это, кстати, я этот даже помню, этот анекдот, я это читал, наверное, в той старой книге. Свежую, ну тоже как ты в этом Габрово, да, вот какой тебе другой же Габровец, там тот же, в старую ту газету вообще, ой, в новую газету завернет, ну дурак или что он как бы. Ну, потому что где-то, когда они где-то на выезде, эти габровцы, по миру пошли. Закуривая, расщепляют спичку надвое, чтобы использовать ее дважды. Ну, некоторые еще дальше пошли, можно просто у кого-то просить подкурить. Все. Интересно, без потери качества, насколько можно расщепить спичку раз. Так. По воскресеньям танцуют хору в домашних шерстяных тапочках, чтобы слышать музыку из соседнего города Севлеева. Наверное, хором там буква, наверное, протерлась. Это типа, чтобы не топать, а музыку, чтобы свою не включать, да, и типа тихо так. Ну, до такого я даже не додумался. Смотрите, видите, в тапках таких. Когда готовят блюдо из улиток, то ракушки после нее не выбрасывают, а нанизывают на веревочку и варят суп. Постный с рисовой начинкой, а скоромный с начинкой из требухи. Случается, ракушки одалживают соседям, когда к тем неожиданно наймут гости. Не хотел бы, конечно, в гости к этим габровцам сходить, если честно. Еще и так на голодное брюхо. Так. Они закрывают солонку стеклянной крышкой и так солят ломоть хлеба. Ну, это какой-то этот Винни-Пух пятачка кормил, да, или кто там кого. Так, о. По-моему, там с таким конем еще будут какие-то. По-моему, там, блин, там должна быть... Я просто эту книжку не листал. Я так ее взял и сразу начал снимать. Там будет карикатура или была в том, какой-то конь отрубленный, и там с него там что-то там полконя как будто. Посмотрим, есть ли в этом выпуске такое. В этом издании точнее. А выстругав что-нибудь... Так, давайте туда опять. Они закрывают солонку стеклянной крышкой и так солят ломоть хлеба. А выстругав что-нибудь из дерева, стружки не выбрасывают, а дают их лошади. При этом надевают ей зеленые очки, а авось подумает, что это сено. Не, ну вы, габровцы, думаете, что вот и лошадь такая дурная, да? Вы вот мудрые, лошадь такая же дурная, да? Вот. Как бы. Ночью останавливают часы, чтобы зря не изнашивался их механизм. Таким способом, если ты будешь устанавливать механизм, там механизму трындец придет. Вот износ пойдет такой гораздо быстрее вообще механизма, чем если бы он в таком обычном нефорсажном режиме работал. А так что, как это, блин, газуешь на тормозах. Не сильно они продвинутые механики, эти габровцы.
В гнездо аиста подкладывают утиные яйца, чтобы вылупались утята. Поэтому в Габрово нет аистов. Это они, наверное, посмотрели у кукушек. Ночью они зажигают в курятнике лампы, чтобы куры подумали, что уже расцвело, и снеслись еще раз. Так можно было? Ну. Да. Типа так. О, смотрите, какая красота. Кто-то рисовал такое, знаете, прикольное. Так. Ты проверил, камера снимает у меня или нет, потому что так, мало ли что там да как, и я просто не вижу ее, она так снимает себе. Не вижу экранчика. У меня такие метки, видите, я тоже как Габровец, видите, метки сделал на книге, чтобы оно как-то более-менее попадало четко в кадр. А то так могу книжку слегка в бок уйдет, потому что переснимать или криво будет. Даже что-то, это как у меня как габровский анекдот. Так, они так солят воблу, что с одной рыбкой съедают по 3 каравая и хватает им этой еды на целую неделю. Они ее, короче, так солят, что, блин, ее есть невозможно. Наверное. Ну да, и воду пьют, как бы, действительно. Ну да, соленая по 3 каравая, короче, надо больше хлеба. Останавливаясь на постоялых дворах, они варили суп в общем котле. Но каждый привязывал к своему куску мяса меченую щепку, чтобы не прогадать. Не знаю, как я поступил бы так. С хорошим шматом мяса. Блин, а наварчик-то на всех уйдет, как бы. Как же наварчик разделить, это я не знаю. Не продумано до конца. Они, чтобы не платить много денег за земельный участок, строят дома на маленькой площади, но зато верхний этаж нависает над нижним. Ну это, по-моему, где-то в какой-то передаче я смотрел что-то про Прованс. Какие-то старые дома были, вот, может быть, это был не Прованс, но, по-моему, Прованс. Старые дома, там, где платилось вот именно вот по подобной схеме, они как бы слегка этажи нависали над другим. Такое что-то типа как так вверх с расширением. Так что эта идея не нова. Женятся они на тоненьких девушках. Такая жена и место в доме будет занимать немного, и сица и на платье пойдет меньше. Ну, такие они простые, да, вот на тоненьких вот так вот женится. И есть она будет меньше, да, как бы и свалит от тебя, наверное, быстрее. Так. Обливаются потом, и когда работают, и когда торгуются. Блин, я так вот думаю, что бы это значило. Типа сильно торгуются, типа настолько сильно торгуются, что аж потом не сходят. Блин. Варят суп из палочек, на которых лежал жареный барашек, чтобы не пропал зря пропитавший в них жир. Ну, это как каша из топора. Ну, там каша из топора, конечно, другой немного был вообще смысл. Как бы, ну... Это больше как вот куриный бульон. Короче, такое наговорил, что попал. Бульонные кубики начала. Суп из палочек проварила, потом куда-то. Когда они угощают чаем, то нагревают ножи, чтобы нельзя было брать масло. Ага. Вот это не глупо, как бы. Не глупо. Конечно, проще было масло просто не положить. Или мало. Пускай вот это и все. Приделывают к яйцам краники, чтобы выпускать такую часть яйца, какая им нужна. Не целое же яйцо использовать при готовке. Ну, для какого-нибудь страусиного это, наверное, актуально вообще. Вот это, по-моему, я видел в той книге старой. Пока вот я не уверен, это старая книга, только обложка разная или содержание. Там, по-моему, было яйцо с краником. Когда вееры были в моде, бережливые габровки не обмахивались ими, а качали перед ними головой. Чтобы не сносить веер, да? Блин.
Лайфхаки один на... записывайте, один на другие. О габровцах рассказывают также, что арбуз и дыню они не дают в долг, потому что дашь с тонкой коркой, а вернуть могут с толстой. Блин, еще и семечки посчитали. Представляете, как? Вот есть арбуз сейчас без семечек. Вот дал без семечек, тебе дали с семечками. Что дальше? Попадало в на ровном месте. Так. Из-за страсти поторговаться придумали самую маленькую денежную единицу. Бодку. 16-ю часть стотинки. Поэтому габровцев называют боткаджиями. Понятно. Найдя веревочку, накручивают ее на палец. И если она крутится хоть раз, припрятывают. Авось пригодится. Ну, тоже так. Делают в куриных гнездах дырку, а под ней прилаживают мешочек. Курица снесет яйцо, обернется, глядь, а яйца нет. Что поделаешь? Приходится сносить новое. Они, наверное, думают, что курица такая же дурная, как и габровцы. Да, вот они как бы вообще не верят, как бы, что у нее там... Курица даже может и без мозгов бегать, и без головы. Головы нет, а она бежит. Вот с курицей решили тягаться. Снимая квартиру, смотрят, чтобы перед окнами был уличный фонарь. Чтобы светило в окна, да? Блин, сейчас наоборот там смотрят, чтобы не было ничего. Чтобы потом ночью сидишь, и тебе светит, или какая-нибудь реклама мигает, или какой-то фонарь. Не знаешь, что делать. Так, поехали дальше. Кот классный такой нарисован, смотрите. В день именин они кладут на кучу ореховой скорлупы несколько целых орехов. Экономно. Да и люди подумают, что много гостей побывало у именинника. Угу. Завидовать будут. Они, чтобы не платить трубочисту, бросают в трубу кошку с привязанной к хвосту горящей газетой. Типа, кошка там мечется, типа, да? Блин, живодеры. Сейчас за такие рассказы еще заблокируют где-нибудь канал. Высокопоставленным гостям своего города они дарят в знак особого уважения домашних голубей. Выпущенные на волю голуби возвращаются домой. Ну да, это неплохо, кстати. Когда в мире еще только замышляют что-нибудь сделать, они это что-нибудь уже делают у себя в Хаброво. Да глядите, как они тут что-то сомневаюсь, что они вот слишком, блин, денег заработали больше, были бы сильно умные. Они часто ходят в гости с собственным угощением, а на Юрьев день собираются дружно, по-родственному, на общую трапезу. И каждый ест своего барашка. Ну, я, скажем так, бывал на каких-то таких ужинах, в которых я приходил со своей, скажем так, со своими заначками такими. Бывало. Не часто, но такое, как бы. Блин, да вы что-то я не мог есть, что-то я там... Ну, точнее, это было больше в плане выпивки, как бы. Ты так понимаешь, что надо взять свое, блин, и пить свое. А потом, правда, ты придешь, и тоже что-то... Те, к кому ты пошел в гости, начинают что-то сразу хватать твою бутылку. Хотя у них есть своя. Ну, бывали такие у меня в молодости, конечно, случаи. А иногда очень хотелось. Думаю, что это не взял свое, блин. Так... тоже, наверное, габровец там. Отправляясь на поклонение гробу Господню, они брали с собой продукты на целый год. Муку, брынзу, мармелад, чернослив и даже кадушку с квашеной капустой. Типа, чтобы не тратить, чтобы... Ну, такое, конечно. Покупают кур по ту сторону гор, а на обратной дороге после каждого тоннеля курицы думают, что наступило утро и сносят по яйцу. Что-то они такие вот с яйцами, у них вообще там проблема. Они думают, что вот яйца это вся счастье в яйцах. Перед тем, как начать играть в нарды, заказывают кофе, чтобы заплатил проигравший. Да, ну тут же не факт, что не придется тебе платить всегда. Приехав в Софию на командировку, на завтрак вместо чая пьют теплую минеральную воду из фонтанчиков перед центральной баней. Пьют ее, разумеется, с кусочками сахара во рту. Ну это типа чай попил, да? На халяву.
Да. На одном габровце, верное средство называется, кстати, об одном габровце ходила слава, что он знает верное средство против мозолей. И чуть ли не каждый день наведывались к нему люди за советом. А он сначала недвусмысленно потирал указательным и большим пальцами и, получив таксу, сообщал рецепт. Верное средство против мозолей – широкие ботинки. Блин, как бы не наоборот было. Мне что-то кажется, что какой-то антисовет, широкие ботинки. Ты узкими натрешь, ну широкими как бы так. Тоже надо будет тебя болтаться, бить по пятке. Ладно, проехали. Габров, ответ обоим. Габровский мастер сел обедать, но не пригласил за стол своих учеников. Оба паренька переминались с ноги на ногу перед столом, глотали слюни. Наконец младший из них набрался смелости и сказал: «Гляди, мастер, Иван тоже хочет поесть с тобой. Ну, тебя-то я не приглашал, а Ивана и подавно». Ну, такое тоже. В одном селе, широкая натура называется, в одном селе староста был убежденным трезвенником, но имел привычку заходить на досуге в корчму, послушать, о чем говорят люди. Подсядет к какой-нибудь компании, а там то один, то другой заказывает всем по одному юзу. Юзик, стеклянная посудинка конической формы. Ну, типа как фуфырик. Наверное. Это... Нет, это что-то большое, как бы. Я думал, это маленький. Стеклянная посуда. Короче, типа графинчика. По одному юзу. Ставили юзик с вином и перед старостой. Когда у него собиралось столько юзика, столько людей сидел за столом, он плясал. А теперь ему очередь угощать. Ставил перед каждым за столиком по одному юзу. Ну, такое. В общем, угостил называется. Тем, что его угостили. Встретились как-то раз бывшие однополчане, габровец и севлиец. Поговорили о том, о сём. На прощание Севлиевец спросил: «Когда же мы опять, друг, свидимся?» «А ты пригласи», — ответил габровец. «Ведь из Габрова до Севлиева рукой подать». Типа напросился. Ну, вот такие картинки. Мне что, если эта книжка интересовала, такие картинки были прикольные. Быстрый подсчет. Так, а сколько здесь страниц всего, интересно? 153. Габровец починил прохудившуюся крышу дома своей соседки, пожилой женщины. Когда он собрался уходить, хозяйка заговорила: «Уж не знаю, как тебя отблагодарить, сынок. Что же тебе дать за работу? Можно было бы слив нарвать, да они еще зеленые, тыквы в огороде еще не поспели. Дала бы цыпленка, но они еще не подросли, маленькие». «Ну, раз маленькие, давай тогда пару цыплят», — сказал габровец. Ну, неплохо. Думала провести габровца. Однажды габровец просил старшего сына: «Сходи в подвал и налей мне полкотелка вина из бочки, а то я сегодня что-то не в настроении. Налей, братец, котелок доверху, чтобы было и на мою долю, а то я сегодня тоже что-то не в настроении», — сказал младший сын. «Нет уж, тогда полкотелка», — не позволил отец. «Таким молодым людям, как ты, не приличествует иметь дурное настроение». Выкрутился. Трудный экзамен. Одному ученику-ремесленника никак не удавалась учеба в школе. 4 года подряд он оставался в 1 классе. А в 5-й раз учиться в одном и том же классе по закону не разрешалось. Учитель сжалился над мальчиком, ведь он ремеслу обучается, да еще и время для школы находит. И вызвал его к себе, показал ему картинку букварей и сказал: «Если прочтешь, что написано на ней, переведу тебя во 2 класс. Если не прочтешь, пеняй на себя».
Посмотрел на картинку, мальчик сразу сообразил, что может быть написано под ней. Притворился, что читает. «Бе-бы-бык», сказал он. Однако под картиной было написано «вол». Несмотря на то, что мальчик не умел читать, учитель все-таки перевел во второй класс за смекалистость. Ну, типа, мальчик, блин, гений прям вообще, так смотрю, просто какой-то этот, вундеркинд какой-то, блин, до такого додуматься, блин. Хотя на вола это не сильно, на козла похож. Больше на какого-то горного вообще, гляньте. Какой-то вол, вол-то огромная такая махина вообще. Так, вол, по-моему, кастрированный бык или как-то так. Эти, на которых там чумаки возили соль. Приготовила Габровка тесто, чтобы испечь для приглашенных гостей лепешки с брынзой. Пришли гости, испекла она одну лепешку, подала на стол, гости ее съели. Подала вторую, гости ее съели. Стала Габровке жаль тесто на третью лепешку. Сплеснула руками и воскликнула: «Это же надо как угадать. Только гости наелись, так и лепешки кончились». Она могла просто больше не печь и все, как бы ничего не говорить даже. В ресторане. Габровец. Официант, я уронил под стол 10 стотинок. Если ты их найдешь, верни мне. Если не найдешь, возьми себе на чай. Это неплохая шутка, да? Офигенно. Не, ну такие анекдоты, вот где вы такие еще анекдоты послушали, скажите вообще? Такой специфический такой юмор. Потому что как бы это еще и юмор, действительно, вроде как. Книгу издали. Наверное, там это нормально, в порядке вещей. Блин, мне аж смешно стало, мне уже начинает переть от этой книжки. Спросили Габровского ремесленника, как это он так быстро преуспел. Совсем недолго пробыл в учениках, получил патент мастера. Он ответил: ничего особенного в этом нет. Утром вставал и, умывшись, утирался сухим полотенцем. То есть, пока им не утерлись другие ученики. Ну, такое, секрет, конечно. Ну, короче, есть такие анекдоты, такие наркоманские, конечно. Где-то вот так кому-то почитать их там по приходу, я думаю, смеялись бы долго. У одного габровца артель плотников строила сарай. На обед хозяин вынес им котелок, в котором было всего 2-3 ложки похлебки. На что один из плотников заметил: и в наших краях хозяин отрубают хвосты кошкам. Ну ты, наверное, укоротил свою кошку до самой головы. Типа с кошкой сварил. Ой, что они к кошкам неравнодушны вообще были. Так, дальше. Стимул. Спросили Габровца, как он сумел привить своим детям такую любовь к труду. Раньше всех встают, а раньше всех принимаются за работу. Что же вам сказать, улыбнулся Габровец. У моих 5 сыновей была только одна пара новых царвулей, это лапти. Кто утром станет первым, тот их и обует. Ну да, это как я и говорил. Кто раньше встал, того и тапки. Процент — растяжимое понятие. Еще в математике сильный, наверное, Габровцы. К деду Миню Попу, я так понимаю, Миня Поп — это какой-то герой там у них. Пришел начинающий торговец и попросил денег взаймы, чтобы расширить свою торговлю. Дед Миню подумал и согласился. Дам тебе денег, но процент положу тебе такой: 2 гроша в день. Такой большой, удивился торговец. Да ведь в прошлый раз, когда я взял эти деньги на срок от Дмитриева дня до Юрьева дня, процент был вдвое меньшим. 1 грош в день. Верно, кивнул дед Миню. Но сейчас ты хочешь взять взаймы от Юрьева до Дмитриева дня. Одно дело пользоваться капиталом в короткие зимние дни, а другое в длинные дни лета. Тут надо еще понимать, какого числа был Юрий и Дмитриев. Может, они там не совсем и равнозначны, скажем. Там, может быть, они не посередке, а там другое абсолютно время.
Лето и зима, ну, зимой скидка. Это не так еще и глупо тут в целом. Только для грамотных. А тут как бы, знаете, как спрос, процент, как вот берут там на какую-то там, грубо говоря, кредиты там на сельское хозяйство. Как бы это какой-то сезон, может быть, наплыв таких кредитов. А в другое время года, допустим, нет такого. Ну, тут это не так и глупо, как мне кажется. Только для грамотных. После выпрямления дороги между Габрово и Севлиево она стала короче на несколько километров. И габровские шутники вывесили на окраине своего города объявление: по новой дороге придешь в Севлиево на полчаса раньше. Кто не умеет читать, пусть идет по старой дороге. Ну да, кто не умеет читать, действительно. Так. Парикмахер и габровец. Вас попудрить, это входит в стоимость бритья? Да. Тогда будьте добры, заберите мне пудру для жены. С таким пайком захотел. Не дурак. Как в ресторане тоже так. Заворачивайте, блин. С собой дома поим, что вы думаете. Чтобы не прогадать. Началось свадебное застолье, на котором присутствовал и сельский поп. А вот вдоль столов двинулись парни с ведрами, наполняя стаканы вином или ракией. Спросили попа: что будешь пить, батюшка, вино или ракию? И пиво, ответил поп. Гляньте, и пивасик, смотрите, такой стоит, хороший, с пенкой. И меню, и тебю, это называется. Он угощает. Трое приятелей зашли в ресторан, сели за столик. Двое из них увлеченно заговорили о чем-то, а третий, родом из Габрова, взял меню и поспешно зачеркнул в нем дорогие блюда, шепнул удивленному официанту: платить на этот раз буду я. Это как бы вполне логично. Денег у него нету, там как бы нормально, как бы, даже не только для габровцев. Решил, как-то еще есть такое, вообще там воды заказали с-под крана. Решил дед меню поп подарить габровскому дому читальни 40 тысяч ливов. Пришел в банк оформить перевод денег, а когда у него там потребовали 2 лева за ербовую бумажку, вскипел: у кого есть на это деньги, пусть тот и даст, а у меня на формальности денег нет. Ну, раздражает. Ведь копейка бывает где-то как процент, где-то там раздражает. Вроде как, казалось бы, это как вот платить, вот пошел ты там вот шубу покупать норковую, допустим, ну так условно там, дорогую вещь. Типа как выбрал все там, допустим, там 1500 евро. Там. А потом тебе, а в пакет вложить, ну, да, как я понесу жене на подарок, допустим. Не, ну с тебя там еще, там, условно, 50 центов. Ты как, типа, так я ж купил у вас это там такое дорогое. Не, ну кулек, ну не хотите, не берите, типа, ну, типа, нам вот это вот сказали, так, кульки, кто-то не берет кулек, кто-то сразу. Ну, тут, знаете, какая бывает возня в каких-то жлобских магазинах. Так что, и это бесит, знаете, человек какой-то скажет: блин, забирай свою эту шубу, давай мне бабки, я пошел куплю в другом месте. Раз вы жлобы, то не хочу с вами. Так вот, здесь, допустим, это вот тоже принес бабки, тут ему еще за какую-то марку, блин, и его это выбесило. Как бы. Иногда бывают мелочи выбешивают. Кулечки в супермаркетах какие-то, за которые сейчас деньги дерут. Как бы. Не знаю, может, не то меня только выбешивают, но меня выбешивают эти мелкие траты ни о чем выбешивают. Со своими кулечками хожу просто. И с сумкой теперь хожу. Однажды пришли к габровцам гости, да слишком засиделись. Не вытерпела хозяйка и громко сказала мужу, чтобы все услышали: давай, муженек, ляжем спать, а то, наверное, гости уже хотят идти домой. Да, вот эти бывают гости, которых, конечно, такие дальние. Сидишь, такие спички в глазах, они все не уходят.
Ну, такого у меня редко бывало, обычно все нормально, но один там такого гостя я одного помню, блин. Блин, сидит и сидит. Типа, чтобы ночевать оставили. Сидит и сидит, блин. В Габровскую кофейню вошел служащий городской общины. Заметил его один из посетителей бедняков. Габровец, и желая поудольститься к нему, вскрикнул хозяин. «Чашечку кофе за мой счет господину сборщику налогов». «Да ты что, рехнулся?» — шепнул бедняку другой габровец. «Ведь он же уже не работает сборщиком». «Хозяин!» — крикнул бедняк. «Заказ отменяется». Не получилось прогнуться. Писатель Любен Каравелов подшучивает над известным скряжничеством габровцев. Когда миску с похлебкой подадут на стол, каждый вытаскивает из нее свой кусок мяса. Жижа общая. Ложки, которыми ее хлебают, должны быть одинаковыми, чтобы никто не съел больше соседа. Ой, хорошо, уже мне нравится. Один из едоков подает сигнал, стукая чем-нибудь по столешнице. Можно сказать, что эта трапеза подходит на военное учение. Раз, все зачерпывают похлебку ложкой. Два, отправляют ее в рот. Три, вынимают ложку изо рта. Да, это еще, кстати, так. А я думал, сейчас вот, а кто быстрее будет сербать, там тут же как бы больше. А тут нет, видите, как каждый четко раз, два, три, все. Какой-то не дурак вот это, кстати, подсчитал. Так, действительно, так по ложке одно, раз. Продавец в бакалейной лавке роется в денежном ящике и никак не может набрать мелочи на сдачу. Наконец он спрашивает покупателя, маленького габровца: «Не найдется ли у тебя 5 стотинок? Тогда я тебе верну целый лев». Малыш уже поинтересовался: «А если дам тебе 10 стотинок? Тогда ты дашь мне 10, ты дашь мне целых 2 лева». Я понял. Это сдача, да, типа там 2 лева, типа 10 там стотинок, тут типа дай 10 стотинок, я тебе лев. А все так, короче, вот это, кстати, классный очень. Это пока вообще, наверное, лучше анекдот, действительно. Это как там, скажем так, дал стоит товар 2 доллара, тут никто не понял, но мы все поняли, 2 доллара 10 центов, тут там дал там 3 доллара, там тот говорит, типа, дай 10 центов, я тебе верну доллар. А тогда давай тебе 20, только ты мне тогда 2. Смотрите, какая шапка такая, как... Это фильм был такой, типа, как про суперменов, такой «Вспышка» назывался, там такой он в шапочке летал, такой, как с крылышками, чувачок. Давно помню, когда смотрел такой фильм. «Измерение». Я такой смотрю, что я тоже напал на габровец. Такие есть приколы, в принципе, и неплохие. Габровца спросили: «Скажите, пожалуйста, который час?» 10 часов 25 стотинок, ответил он, посмотрев на часы. Вот я не понял сильно смысла. Такая, смотрите, монетка вроде. Типа, или за это, что ответил, типа, ему надо 25 сотенок дать. Может быть, в этом тот прикол. Габровец встретил на улице знакомого врача и, желая получить бесплатный совет, спросил: «Доктор, что ты делаешь, когда простынешь?» «Чихаю», — ответил врач, который тоже был коренным габровцем. 3. Сейчас гляну камеру. Все нормально, все пишем. Все в ракурсе. Дорогой ценой. Когда деда Миню Попа, известного своей бережливостью габровского торговца, пригласили в городской дом-читальню, на строительство которого он пожертвовал в свое время 40 тысяч левов, и показали ему место, предназначенное для мемориальной доски, он вздохнул и сказал: «Эх, меню, сколько лет ты на этой фасоли сидел ради экономии, пока не добрался до этого места». Это типа как сколько шел к доске мемориальной, чтобы ему там типа слава была. Не доедал. Ничего не вышло. Взялся габровец чинить дверь. Послал маленького сына к соседу за теслом. Немного погодя, ребенок вернулся с пустыми руками. Сосед солгал, что у него нет тесла. «Какой скряг?» — возмутился отец. «Ну раз
Ступай, принеси. Короче, тут, смотрите, чернила поплыли, видно, типографии. Но тут я понял, в чем речь. Какой скряга возмутился отец. Ну раз ничего не вышло, ступай, принеси из подвала мою. Тоже не глупо. Потерянное удовольствие. Какой-то проезжий. Ой, ты будет зихать хочется. Какой-то проезжий, остановившись в Габрово, зашел в лавку купить себе что-нибудь на память. Выбрав безделушку, он спросил, сколько она стоит. Тут же расплатился и вышел. «Эй, погоди, вернись!» — крикнул ему вслед продавец. «Отдай обратно мой товар и возьми свои деньги». «А почему?» «А потому что ты не поторговался», — ответил Габровец. «Ты должен был торговаться, а то барыш не доставил мне никакого удовольствия». Но это, как вот то говорят на Востоке, да, типа как. Если не поторговался, как бы, тебе специально придумали 3 цены, потом ты не поторговался, и какой-то думает, что его там Аллах накажет, что он обдурил так, а там было все расчет на то, что он что-то уступит, а тот ушел. И типа как им не нравится такая продажа. Вот. Я лично на такое не попадал, но об этом часто говорят, о такой ситуации. Напишите, кто там знает, кто там на Востоке часто бывает. Однажды к известному габровскому торговцу и ростовщику Миню Попу приехал в гости его поставщик. Поужинав, они уселись на рогожке и завели разговор. Через некоторое время хозяин погасил лампу и сказал: «Нечего понапрасну жечь керосин. Мы и так хорошо слышим, понимаем друг друга». Уже интересно. Поговорили. Гость собрался уходить. Хозяин хотел зажечь лампу. «Погоди», — сказал гость. «Пока мы сидели в темноте, я снял штаны, потому что они протирались». Вот этот я помню анекдот. Вот. Или тут я его читал, или где-то слышал что-то такое вот подобное. Да, или там слышал про евреев такой анекдот. Ну, вот это слыхал, да. Кстати, это классный анекдот тоже. Приехал однажды в гости к габровцу друг однополчанин. И тот сразу повел его знакомиться с достопримечательностями города. Ходили они, ходили, и когда настало время обедать, габровец подвел гостя к ресторану и сказал: «Здесь ты можешь дешево пообедать, а я пока сбегаю домой». Хорошо. Нравится мне такое сочувствие. Окно закрываю, чтобы не было шума с улицы. Потом, как кислород не хватает, хочется зевать. Встретились двое знакомых. В разговоре зашла речь об одном их общем приятеле. Виделись мы с ним позавчера, он нес домой кулек сахару. А когда я сообщил ему, что Баката помер, он так расстроился, что уронил кулек. «А какой сахар был в кульке? Песок или пиленый?» — спросил другой, который был коренным габровцем. Типа, если пиленый, то можно пойти собрать, типа, его еще. Сочувствие. Среди габровцев. Где твое обручальное кольцо? Эту неделю выносит моя жена. Тоже неплохо. Больной габровец побывал вместе с приятелем у врача. Когда они после осмотра вышли от врача, приятель поинтересовался. Почему-то жаловался на сердцебиение. Вот это анекдот тоже слышал. Да, вот это. Наверное, тут я читал это. Почему-то жаловался на сердцебиение и боли в животе. Ведь у тебя болит голова. На сердце жалуется моя жена, а дочь на желудок. Ну и что же? Я не настолько глуп, чтобы платить деньги за осмотр и жены, и дочери. Да, это ты слышал анекдот. Кажется, это про габровцев. Хотя там габровцы это у кого-то тоже содрали, возможно. Сосед деда Меню решил попросить у него денег взаймы, не вернув старого долга. Старик выслушал его и разрешил взять из шкатулки необходимую сумму. «Но в ней нет никаких денег», — удивился сосед, открыв пустую шкатулку. «Откуда же им взяться, раз ты их еще не вернул?» Жлоб в Кубе. Веру Наполеонадоров. Такая была, по-моему, во Франции такая была валюта. Однажды поздним вечером габровец сошел с поезда на Софийском вокзале. Он взял извозчика и сказал: «Гони к Юч Бунару, сдерусь с него, раз не торгуется».
подумал извозчик. Когда они уже подъезжали к Ючбунару, этому окраинному кварталу Софии, Габровец неожиданно закричал: «Погоди, стой, ну растяпа же я!» Он слез с фаэтона и принялся рыться в карманах. «Где-то у меня спички были, посветить надо. Понимаешь, уронила в фаэтоне Наполеонадор, он, наверное, под сень закатился, в темноте его не видно». Тут извозчик стеганул лошадей, они помчались в лесофор. Габровец ухмыльнулся и свернул в переулок. Хорошо так. Надурил. Да, вот это мне нравится. Габровец приехал в Софию с огромным тюком. Сел в трамвай и подал кондуктору мелочь на 1 билет. За провоз багажа возьмите еще 1 двойной билет, сказал кондуктор. Тогда Габровец развязал тюк и сказал: «Вылезай, Пенча, тюком ты стоишь дороже». Не прошло. Бей седло, чтобы лошадь догадалась. Габровец-коробейник приехал в одно село и остановился у своих знакомых. Во дворе его окружили дети, ожидая от городского дяденьки каких-нибудь гостинцев. «Ну-ка поглядим», — сказал он, пошарив в карманах. «Кто из вас самый проворный, кто быстрее всех и больше всех принесет сенца для лошади?» Пока Габровец привязывал лошадь под навесом, дети нанесли сено в ясли. Он дал им по кусочку сахара и вошел в дом. Когда пришло время ужинать, Габровец потел руками и сказал: «Пойду-ка возьму котомку, а то я что-то проголодался». Немного погодя, со двора послышалась брань. Хозяйка вышла и увидела, что гость хлещет хворостиной по седлу. «Погоди, Рачо, или Рачо, за что бьешь скотину?» — вскрикнула она. «В наказание учуяла хлеб в котомке и сожрала его, да и все другое, что мне жена приготовила в дорогу». И он снова замахал хворостиной. «Оставь скотину в покое», — сказала хозяйка. «В доме у нас найдется чем перекусить». Габровец бросил хворостину и пошел за хозяйкой, продолжая ворчать: «Знамо дело, ты женщина добрая, угостишь хлебом и брынзой, да еще на дорогу дашь, но лошадь должна знать свое место, у нее столько сена в яслях. Так нет, на чужое позарилась. Молодого конька учить надо, пока не поздно». Ну, какой-то живодер, конечно, такой, мудрил этот Габровец, такой коня обвинил во всем. Такой какой-то не смешной анекдот. Они все, конечно, не сильно смешные. Тут особенно. Прокуренный лев. Габровец задолжал своему приятелю 1 лев, и тот не оставлял его в покое. Чуть ли не каждый день приходил к нему домой и напоминал о долге. Каждый раз Габровец угощал приятеля сигаретой, и на 10-й раз вынул из кармана записную книжку, посмотрел на него и сказал: «Ну теперь стой в расчете, ты уже прокурил свой лев». Когда делали памятник кузнецу Рачу Ковачеву, основателю Габрова, авторы предложили установить статую посреди реки Янтры. Экономные габровцы встретили эту идею весьма осторожно. «Молодцы, хорошо придумали», — говорили они. «Поставь памятник на реке, это значит сберечь участок земли». Ну да, настоящая габровка. Габровец купил автомобиль, однако, расплачиваясь, он задержал часть его стоимости в виде гарантии сроком на месяц. Не прошло 3 дней, как продавец получил обратно автомобильный гудок со следующей запиской от жены покупателя: «Возвращаю вам гудок, так как мой муж, потренировавшись, выучился сам гудеть. Вычти стоимость гудка из остатка причитавшейся вам суммы». Знаете, дама какая знойная, смотрите какая. Так, называется «Тогда только горчица». Что-то такое интересное чувство. Я даже понял, о чем. Это горчица, наверное, бесплатно. Так, читаю. Габровец попросил продавца свесить ему 100 граммов колбасы. Продавец подал ему колбасу вместе с тюбиком горчицы. Но не просил горчицу, удивился Габровец. Она бесплатная, колбасе. Тогда это не только горчица. Сразу угадал, о чем речь. Пророк. «Мама, ты знаешь, я в следующее воскресенье надену новые брюки. А где ты их возьмешь? Сегодня папа нечаянно порвал свои». Верный признак. «Дай мне 5 яиц от черной курицы», — просил Габровец продавщицу. Женщина удивилась, сказала: «Если ты сможешь их различить, выбирай». Габровец выбрал самые крупные яйца, заплатил и ушел. А так, наверное, Габровка не дала ему выбирать. А так не почуяла подвоха. Они с черной, потому что самые большие. А поспорить она тоже не может. Так, Надежда. «Кого ты ждешь на улице в такой мороз?» «Ох, не спрашивай. Уронил бутылку ракии, она разлилась ракия.
Что ты ждешь тогда? Жду, когда ракия замерзнет, чтобы собрать. Что это за ракия такая? Что замерзнет? Ракия, если ты не знаю, какой-то алкогольный напиток такой. Я его никогда не пил, но это есть такой болгарский. Некий габровец, переселившийся в Софию, никогда не покупал сигарет. Он пользовался тем, что в таком большом городе никто не знает, его не знает, и когда ему хотелось покурить, обращался к первому встречному, дымящему сигаретой. «Извиняюсь, приятель, не найдется ли у вас закурить?» При этом, чтобы не сочли за попрошайку, он протягивал прохожим монетку. «Вот вам 10 стотинок». Все угощали сигаретами, денег не брали. Ну это того, что он в Софии еще как бы. В Габрове там брали, конечно. Так габровец перебивался годами, но однажды человек, который дал ему сигаретку, не отказался от 10 стотинок, а с невозмутимым видом положил их в карман. Хитрец оторопел, потом смекнул что-то и спросил у прохожего: «Откуда ты родом?» «Из Гаврова», с достоинством ответил тот. Смотрите, какой гавровец. «Сколько стоит билет в ванну?» 2 лева. Вот он 1 лев на ванну до половины. Это как половина туалет. Можно типа там за полцены, я только там пописею. Отец купил сыну новые ботинки. Отправились они вечером в гости к родственникам. По дороге отец спросил сына: «Ты в новых ботинках, сынок?» «Да, папа». «Тогда не семени, шагай шире». Вот это, кстати, такой вообще такой еврейский анекдот. Один габровец похвастался другому, что с каждым розыгрышем государственной лотереи он становится на 50 стотинок богаче, потому что не покупает билета. «Тогда с тебя прочитает», воскликнул другой. Ты гляди, так вроде как экономия, значит, типа это доход, и когда ты прикинь, так, блин, я вот так сэкономил, что прям как выигрыш целый. Габровец выбирал материал на костюм. «Извините, почему вы так тщательно рассматриваете изнанку?» — спросил продавец. «Чтобы увидеть, как костюм будет выглядеть на мне через несколько лет». Да, вот эту я точно картинку помню тоже в старом журнале. «Сбежавший лев». Некий торговец решил заказать габровскому художнику вывеску с изображением льва. «Какого ты хочешь, привязанного или нет?» — спросил художник. «Непривязанный стоит 100 левов, а привязанный 200». Да, вот это я анекдот читал тоже. «Непривязанного», не раздумывая, выбрал торговец. Да, уже знаю конец, все помню. Художник сделал вывеску. Ее повесили над дверью лавки. Ночью был ливень. Утром, открывая лавку, торговец увидел, что дождь смыл краску с вывески, и от льва тоже следа не осталось. Он немедленно отправился к художнику выяснять отношения. «Ты хотел непривязанного?» «Я и нарисовал такого». Вот он и сбежал. Непривязанных львов художник рисовал акварель, а привязанных масляному. А я подумал, что он вообще пустую даст лист потом, и окажется, что пустой типа убежал сразу. Окажется, это просто дело в красках. Но это читал анекдот. Удачная покупка. Думал габровец поставить надгробие своей покойной теще. «Есть ли у вас что-нибудь солидное, подешевле?» — спросил он в похоронном бюро. «Есть одна плита, только на ней высечено другое имя». «Ничего, я беру, моя теща не умела читать». Да. Не глупо тоже. Черный юмор такой. Так им и надо. Группу столичных писателей-юмористов пригласили в одно из сел Севлиевского округа, где они должны были читать свои произведения. Встреча была устроена под открытым небом, чтобы на ней могли присутствовать все жители села. Ожидали, что будет очень весело. Но, как обычно, писатели читали из рук вон плохо, как я прям. Слушатели были крайне разочарованы. Потом гостей повели по домам. По дороге один из крестьян спросил: «А завтра куда поедете?» «В Габрово», — ответил юморист. «И там будете то же самое читать?» «Да». «Это хорошо. Так габровцами надо». Это вообще какой-то анекдот, когда заплатили музыкантам, чтобы они не играли. Смотрите, какая бабка. Такая старая ведьма. Алмаус Кампыр. Резонный ответ. Как это называлось тут? Так им и надо. Замужняя габровка навестила своих родителей. Собираясь ходить домой, она остановилась в дверях и спросила: «Я ничего не забыла у вас?» «Чтобы забыть что-то, надо было сперва что-то принести», — отозвалась мать. Да, я помню, вот эту картинку я помню, в том старой книжке это была. Такая точно. Тут из-за картинок только стоит это все посмотреть.
В 6-литровую бутыль 300 граммов. У Габровского мастера находился заказчик. Когда вошел подмастерье и напомнил, что кончилось постное масло: возьми 6-литровую бутыль и пойди купи. Вот тебе деньги, небрежно бросил мастер. А на ухо ему шепнул: купишь не больше 300 грамм. Ну, такое. К одному габровцу пришли приятели. Сели играть в карты. В полдень хозяин бросил карты и встал из-за стола. Хватит играть. Пора идти по домам обедать. Не, ну это тоже так, неплохо, ничего. Потом вернулись. В суде. Такая еще вилка, гляньте. Валет с вилкой. В начале супружеской жизни были ли у вашего супруга какие-либо достоинства? Были, но до стотинки вышли. Это бабки, типа. Блин, это, грубо говоря, до копейки вышли. Вот смотрите, тоже красивая какая. Общая мерка. Пожалуйста, шейте мне костюм, но снимите мерки с сына. Почему? Потому что он потом будет его донашивать. Прощение. Живем мы с тобой в одном доме, сказал соседу пришедший к нему габровец и вынул из кармана бутылку вина. Давай выпьем по рюмочке. Завтра пойду причащаться, вот и пришел по обычаю попросить у тебя прощения за все мои вольные и невольные погрешения перед тобой. Сосед тоже габровец поспешил ответить: все тебе прощаю, кроме столивов, которые ты мне должен. Друг друга стоят. После прогулки девушка пригласила своего кавалера зайти к ней, если родителей не будет дома. Они договорились, что если их нет, то она подаст знак, бросит из окна монетку. Зазвенит монетка на тротуаре, значит можно идти. Родителей дома не оказалось. Девушка бросила монетку, подождала, пришло порядочное время, а парня все нет. Когда не стерпела, спустилась вниз, увидела, что тот постоянно шарит руками по тротуару. Не хотел подобрать монетку. Начал оправдываться он. Так я же и привязала, смеялась девушка. И обратно за нитку вытянула. Да, это я тоже вот помню анекдот. Хороший. Короче, габровский анекдот — это такой особый какой кринж такой вообще вот именно. Молодой человек пришел к деду Миню и попросил у него денег взаймы, чтобы купить товар и заняться торговлей. Старик знавал его покойного отца, который был добропорядочным человеком и не отказал парню, дал ему требуемую сумму. Довольный парень, сидевший у горячей жаровни, достал сигареты, зажег спичку и закурил. Дед Миню внимательно посмотрел на него, взглянул на жаровню и сказал: дай-ка, милок, деньги, пересчитай их еще раз, ошибся я. Он взял деньги, сунул в карман и добавил: отец был достойным, бережливым человеком, не считай тебе, нет, не выйти из тебя торговца. Это типа как, что он спичку потратил, мог от жаровни подкурить. Дурак. Богатый просто, бабки ему не нужны. Неплохо, кстати, такая тоже. Габровец поправлял каменную ограду своего двора. Сосед, увидев, с каким трудом поднимает он тяжелые камни, стал им помогать. Вечером, когда работа была окончена, Габровец вытер руки и сказал: долгих лет тебе жизни, сосед, помог ты мне. И за это я говорю тебе спасибо. А то еще скажешь, что работал задарма. Габровец ехал на телеге, груженной мешками с овсом. Худая кляча с трудом тянула ее. 100 везешь? Поинтересовался прохожий. Овес, шепотом ответил возчик. Что? Овес, опять чуть-чуть слышно сказал Габровец. Почему ты шепчешь? Горло у тебя что ли болит? Да нет, бы, чтобы лошадка не услышала, что в телеге овес. Ведь я ее кормлю ее одной половой. Жлоб. Ты слышала? Пенчеву прописали строгую диету. Ну теперь мы можем пригласить его на ужин. Смотрите. Одного достаточно. У тебя есть фотокарточка твоих близнецов? Вот она.
Но здесь только один. Достаточно точно такой же кооперативный осел. Сговорились два соседа и купили осла. Перевели его к себе, и тут один из них спросил: какая половина будет твоей? Но ведь осел общий, удивился другой. Да ведь все же нужно знать, кому какая половинка принадлежит. А какую ты предпочел, засмеялся второй. Переднюю с головой, не колеблясь, ответил первый. Ладно. Он согнул мух со слиного крупа и сказал своему пайщику: я позаботился о своей половине, теперь твоя очередь. Купи ячменя, хорошенько покорми свою половину, и пусть процветает наше содружество. Я, кстати, об этом подумал, что тот выбрал, типа, кормить будешь. Это там только кизяки выносить. Друзья габровцы, из ничего нечто, друзья габровцы, собравшись на чашку кофе, спросили у того, кто был богаче других, каким образом удалось ему за стремительно короткое время накопить столько денег. Как говорится, из ничего сделать нечто. Когда ваши жены готовят, скажем, суп, сколько рисов они в него кладут? В свою очередь спросил он. Сколько? Ну, сколько надо. И моя кладет сколько надо. Но прежде она из этого надо отделит 10-15 зернышек и отложит их на потом. Сегодня 10 зернышек, завтра... сегодня 10 зернышек, завтра 10 зернышек. Да, это из серии, как то спросили там Рокфеллера, как он заработал там денег, и он типа, да я вот там хлеба покупаю, типа там вот впритык всегда, ничего не выбрасываю. Да, эти байки все. Шляпа из Панамы. Габровский крестьянин, приехавший по делам в Софию, зашел в магазин, чтобы купить себе соломенную шляпу. Ему понравилась одна шляпа из Панамы, которую он принял за соломенную. Сколько стоит эта шляпа? 20 левов, ответил продавец. Крестьянин подумал, что продавец смеется над ним, и чтобы не остаться в долгу, спросил: а где же в ней дырки? Какие дырки? В которых потянет уши тот осел, который даст столько денег за соломенную шляпу. Хитро подмигнул крестьянин. Ну это да. Актуальные сейчас на многие вещи. Взялся габровец продавать вареные кукурузные початки у входа в банк. Кукуруза сочная, а покупатель нет отбоя. За короткое время сколотил капиталец. К концу сезона один знакомый спросил у него, попросил мне денег взаймы. Видишь ли, дружок, сказал ему торговец кукурузой, обзаведясь лотком, я заключил с банком договор. Банк обязался не продавать вареную кукурузу, а я никому давать денег в долг. Вот это, кстати, классный анекдот. Слыхал, кстати, на кукурузе, там, вот в том же Крыму, там, там некоторые, кто, как говорится, хотел работать, там бывало себе дома отстраивали за сезон на одной кукурузе, вот так вот. На потоке, естественно, там варили, развозили по разным пляжам, там везде бегали эти продавцы. Так что кукуруза вещь такая. Пари. Два габровца поспорили в церкви, кто из них пожертвует меньше денег. Когда мимо них проходил церковный служка, первый габровец положил на поднос одну стотинку и победоносно посмотрел на другого. За двоих смиренно произнес второй и перекрестился. Хорошо так. У попа точно сдачи там не было с одной стотинки. Гляньте, какая картинка. Тут эти картинки — это отдельный вид такой, конечно, юмора. Крестьянин попросил у знакомого габровца денег в долг. Габровец согласился, но запросил 9%. Да ведь это грабеж, возмутился крестьянин. Побойся Бога. Да ведь и Бог, глядя сверху, примет девятку за шестерку, ответил габровец. Вот это неплохо тоже, кстати. Как-то пошли хорошие анекдоты такие даже. Жена одного габровца слишком часто белила комнаты. Это наконец надоело ее мужу, да и жаль было тратить денег на звездку. Однажды он не выдержал и сказал жене: хватит мазать стены, комнаты уменьшились. Слой этой звездки уменьшил. Ой, блин. Блин, мне начинает даже нравиться. Опоздал. Некоему жителю города Елены, и города, кстати, Елена, София в Болгарии, потребовалось выкопать яму во дворе. Но он решил схитрить, чтобы не копать самому. Позвал цыгана и говорит, что, судя по письму
константинопольского ходжи у него во дворе закопан клад. Даже место указано. «Выкопай клад, и мы разделим пополам», — предложил он цыгану. «Не верь, хозяин, этому константинопольскому ходжи», — сказал цыган. «Он такое же письмо написал одному габровцу. Я ему целый колодец выкопал, да так ничего и не нашел». Ну, цыгана габровца обвели. Габровцы — это, короче, цыгане. Суждение. Еще называется «опоздал». Уже, короче, лоха развели. Турист спросил, или лоха там сейчас поправите меня. Турист спросил у старика габровца, сколько в городе жителей. «У нас не просто жители, сынок», — ответил тот. «У нас все габровцы». Зря хитрили. Как картинка, смотрите. Больной габровец, зная, что врач берет за первый визит 10 левов, а за следующий по 5, решил его перехитрить. «В первый раз, когда я приходил к вам, — сказал габровец врачу, — вы прописали мне какое-то лекарство, но оно не помогло». Врач понял хитрость, но не показал виду. Осмотрел больного и категорически заявил: «Вы идете на поправку, продолжайте принимать то же самое лекарство, которое я вам прописал в прошлый раз». Насколько я помню, за этот совет я вам уже заплатил в прошлый раз. Нашелся габровец и попрощался. Два красавца. Сам бы пошел. Вокруг покойного габровца собралась вся его семья. «Я думаю, — сказал зять, — что надо похоронить его по первому разряду». «Если бы отец был жив, — ответил его сын, — и увидел, как дорого стоит такое погребение, то предпочел бы последний разряд». «Не спорьте, — сказала вдова, — а делайте, что нужно делать. Если бы покойник мог услышать, о каких ценах вы говорите, то он встал бы и сам пошел на кладбище». Актуальненько сейчас. Задний ход. Габровец ехал на такси. Вдруг он спохватился, взглянул на счетчик, на котором уже набежало 22 лева. А у него с собой было всего 16 левов. «Стой!» — закричал габровец водителю. «Поезжай обратно задним ходом на 6 левов, а то я не смогу расплатиться с тобой». Не дурак, как бы. Ой, не дурак. Счет есть счет. Габровец решил покончить с собой и повесился. Слуга вовремя подоспел и перерезал веревку. В конце месяца хозяин вычел у него из зарплаты 4 лева, стоимость веревки. Логика. «Какая температура в комнате?» — спросил габровец у жены. 15 градусов, — ответила жена. «А на улице 20. Тогда открой окно, пусть войдут еще 5 градусов. У зубного врача. У габровца заболел зуб, и он решил его вырвать. Приходит он к врачу и спрашивает, сколько это будет стоить. «За зуб 2 лева, за электричество лев, потому что уже вечер. Всего 3 лева», — ответил врач. «Тогда я завтра приду, когда будет светло», — сказал габровец, пошел домой довольный, что бережет целый лев. Блин, это у габровца такой. Собственное производство. Габровец угощает своего гостя жареной картошкой, приговаривая: «Ешьте, не стесняйтесь, она собственного производства. Но у вас же нет огорода. Мы с женой купили себе место на кладбище, но никому из нас оно еще не понадобилось. Вот я сажаю там картошку». Ой, блин. Собственное производство называлось. Образец. Молодой, ну, может, габровец, конечно, тут я, может, не правильно, молодой габровец, давайте будем, то габровец будет, теперь габровец, послал невесте свою фотокарточку. Чтобы не тратиться на марку, он написал на конверте: «Образец без стоимости». Так и на деревню деду. Любовное объяснение. «Дорогая, мне так трудно найти нужные слова». «Ничего, милый, главное найти нужную сумму». Эффективность. Такой зонтик, бежит красавец. Шеф габровской фирмы получил от своего камевояжера следующую телеграмму. «Застрял в городе Н. Поезда не ходят. Жду указаний». Шеф фирмы немедленно послал в ответ телеграмму: «Со вчерашнего дня вы в отпуске». Выполненный обед. Габровец заболел. Много дней не вставал с постели.
Однажды, собравшись силами, он поднялся, встал на колени перед Киотом, помолился и дал себе такой обет. Господи, если я поправлюсь по твоей милости, то продам коня и на сиденье поставлю тебе свечей. Вскоре Габровец выздоровел, надо было выполнить обет. Думал, придумал, посылил мешок курицу, взял за узды мерина и пошел на базар. Продаю коня за 2 лева. Закричал Габровец, коня за 2 лева. Собрался народ. На такую дешевизну торговались многие. Только я продаю коня вместе с курицей, а она стоит 200 левов. Продав коня и курицу, он пошел в церковь и поставил свечей за 2 лева. Сколько стоит мерин? Кстати, неплохое. Очень даже. Хитрость такая как Хаджа Насреддин какой-то. Совет по-габровски. Моя служанка частенько ворует сахар. Моя тоже, но я всегда ее уличаю. Как тебе это удается? А я всегда закрываю в сахарнице муху. Если потом ее там не окажется, значит сахарницу открывали. Советую и тебе так делать. Блин, вот это вообще супер. Это вообще такой, претендует на, лучший, наверное, анекдот здесь. С мухой. Блин, я не додумался. К одному габровскому попу пришли гости. Зашла речь об электричестве. Отче, почему ты жжешь свечи? Ведь электричество дешевле. Сам знаешь, что дешевле. Но свечи мне вообще ничего не стоят. Повезло. Поп такой. Один габровец, направляясь в бакалейную лавку, всю дорогу думал, сколько маслин купить, кило или полкило. Войдя в лавку, он сказал, килограмм маслин. У меня 500 граммов не наберется, ведь лавочник все распродал. Габровец облегченно вздохнул и посетовал про себя. Эх, жаль, что я не попросил 2 килограмма. Врач, недовольный слишком маленькой суммой, которую ему дал пациент, иронично спросил, это для меня или для моего слуги? На двоих. Доктор такой. Доктор Барменталь. Смекнул. Маленький габровец покупал шоколадного человечка. «Кого тебе дать, девочку или мальчика?» – спросила продавщица. «Конечно, мальчика», – ответил смекалистый малыш. Это логично вообще, там шоколада просто больше. Хотя тут, если взять там мужчин и женщин, у женщины там грудь была бы, и тогда стоило бы женщины выбрать бы. Я такой тоже, видите, как габровец. Так, мои меточки тут, чтобы книга не ушла. Гляну, камера на месте. Снимает. Все хорошо. Кто тут черкал что-то в книгу? Вандал. Смотрите, будка какая. Так, не по карману. У тебя 3 дома, а ты снимаешь комнату. Квартплата в моих домах очень высокая, не по карманам. Не будем мелочными. У продавца не нашлось стотинки для сдачи. Что же мне дать вам взамен? Спросил он покупателя. Не будем мелочными, ответил покупатель. А так как он был габровцем, тут же ответил. Налейте мне стопку водки и делу конец. Прошу вас, не утруждайте себя. Не нужно меня провожать. Что вы, провожая гостей, испытываю удовольствие, ответил габровец. Ну, такое. Реклама. Значит, это самая новая ткань, только вчера получил, прямо с фабрики. А она не ленючая. Да что вы, больше месяца висела на витрине, ничего с ней не сделалось. Вчера. Тренер габровской футбольной команды вратарю. Береги сетку, а не то вычту у тебя из зарплаты ее стоимость. Эх, хорошая такая мотивация. Тонкий расчет. Это как у Сидни Шелдона, прям тонкий расчет была такая книга. Что подарить жене к Новому году? Я обычно дарю то, что мне потом может пригодиться. Но я хочу именно для нее. Ну тогда купи ей в подарок брусок мыла. Раскошелился. Однажды к габровцу пришли гости. Посидели, поговорили. Предложи гостям что-нибудь освежающего. Помнила жена. Ах да, спохватился муж и распахнул окно. Нашел дурака. Покупал габровец маслины. Бакалейщик захотел обвесить покупателя и незаметно положил на весы большой гвоздь. Габровец, однако, заметил это, взял гвоздь вместе с маслиной и сказал, я за него заплатил. Провел. Вышли из положения.
А вот гляньте, эта дама какая. Вот были бы такие шоколадные, я знаю, шеф. Такая дама, кстати, сексуалянти на язык. Блин. Мне еще тут читать и читать, а я такую даму увидел. Вышли из положения. Двое студентов-габровцев купили себе форменные фуражки. Пока они торговались, пошел дождь. Парни постояли на пороге магазина, подумали. А потом вдруг обменялись фуражками и смело вышли под дождь. Чужой фуражки не жалко. И камни стараются. По Габровской улице фланировал, интересное слово, молодой человек, надо запомнить, а волоча за собой зонт. «Не волочи по мостовой зонт, бездельник!» — крикнули ему из одной лавки. «Камни ведь тоже стираются!» По-габровски. Габровка встретила на улице знакомого врача и решила за даром добыть у него рецепт. «Доктор, я что-то себя неважно чувствую, голова кружится, нет аппетита, будь добр, черкни мне рецепт». «С удовольствием», — ответил врач, тоже габровец. «Сначала разденься, я должен тебя осмотреть». Сэкономил масло. Одна набожная габровская старушка каждый вечер зажигала лампадку и долго молилась. Ее сыну стало жалко масла. Однажды он спрятался в шкафу, и когда старушка начала молиться, обращаясь к Богу, отозвался: «Хватит, Ганна, я услышал твои мольбы». Старушка поверила и с того дня перестала зажигать лампадку. Смотрите, какая картинка. Забота. У одного горца заболела жена. Жалко ему было денег на врача, но больной становилось все хуже. Ничего не поделаешь. Пошел вечером в город за врачом. На полпути он вспомнил что-то, вернулся домой, сказал жене: «Слушай, пена, если почувствую, что конец приходит, задуй лампу, чтобы не горел». Охереть. H2SO4, это кислота какая-то. Серная. В Габровской школе. Учитель рассказывает ученикам о свойствах металлов. «Дети, вот сейчас я пущу эту золотую монету в кислоту. Скажите, как по-вашему она растворится в ней?» «Нет», — сказал один из учеников. «Почему?» «Если бы она могла раствориться, вы ни за что не отпустили ее в кислоту». Обманул. Габровец остановился в дешевой гостинице. Ночью его одолели клопы. Он встал, зажег свет, открыл дверь, потом с треском захлопнул ее и снова лег. Проснувшийся сосед по номеру удивленно поглядел на габровца, а тот сказал: «Обманываю клопов, пусть думают, что я ушел». Красавцы. Полкниги прочитали, кстати. Кто кропит, тот и метет. Кто кропит, тот и метет, точнее. В день воздвижения в лавку Габровца вошел священник и, как полагается по обычаю, покропил святой в воду. Когда лавочник вместо того, чтобы дать попу пару монет, подал ему веник. «У меня есть такой беспорядок, батюшка. Кто кропит, тот и подметает». Батюшка мне такой грустный такой: «Не прошло». Тонкий намек. «Знаешь, — сказал один габровец другому, — когда я встречаю тебя, то сразу вспоминаю о Тутю. Почему? Он тоже должен мне 5 левов». Вот смотрите, какие красавцы. Блин, я жду тут картинку, где конь перерубанный пополам. Вот где-то такое должно быть. Потому что четко это, походу, книга такая же. Первенство. Собрали случайно жители разных городов, и, как бывает, каждый стал нахваливать родной город. Каждый стоял на своем, и чтобы не вести излишних споров, они договорились собраться снова через несколько дней и условились, что каждый принесет кушанье, которым славится его город. Житель Хаскова принес жареного на вертеле барашка, житель Ямбола принес котелок похлебки из рубцов, из Бургаса принесли жареную рыбу, из Горно-Оряховицы домашнюю колбасу, из Штолбухина каравай, из Пловева фрукты. Вот, блин, такой пир, блин, мне же захотелось туда. Из Софии жареного цыпленка, из Карлова земляные орешки, из Трояна сливовую ракию, вот, из Осеновграда малагу, из Разграда простоквашу, а житель Габрова привел своего брата. Вот это тоже анекдот вообще. Ложка, глянь, такая, как весло. Габровец с сыном приехал погостить к сестре. «Подставь ладошку, я насыплю тебе орехов», — сказала тетя маленькому – «Насыпьте их лучше папе». А я уже понял, о чем речь.
Разве ты не любишь орехов? Люблю, но у папы ладонь больше. Знаете, ладонь такая. Ну, эти братьям не понравились, вообще красавцы. Праздник. Габровка спросила мужа, какую часть яйца использовать для заправки супа. Сегодня праздник. Положи половину. Это как вот не навар со шкарлупы. Так. Сегодня фасоль, ракию завтра. Старый габровец, известный своим пристрастием к ракии, сварил кастрюлю белой фасоли. Ел, но всего не осилил. На следующий день фасоль прокисла, а разбрасывать было жалко. Выбрасывать было жалко. Налил габровец рюмочку ракии и сказал себе: ну давай, Васко, если съешь фасоль, угощу тебя ракией. Поднатужился и опорожнил миску. Потянулся за рюмкой, да поскупился и выпить. Не слишком ли жирно тебе будет, Васка? Сегодня ел фасоль, оставь ракию на завтра. И перелил ракию обратно в бутылку. Блин. Я бы такой уже и ракии выпил бы. Так сижу, так вот, читаю так про барашков, там, про цыплят. Долгожитель. К столетнему габровцу, который пас в горах овец и коз, приехал журналист, чтобы взять у него интервью. «Какое молоко ты пьешь, дедушка, овечье или козье?» — задал первый вопрос журналист. «То, что дешевле, сынок», — ответил старик. Нормально. Такое тоже сейчас бывает. Идешь там пачку масла купить, смотришь просто, что там по акции. Все равно примерно на одного уровня, а то и берешь. Как бы. Ну, то, что дешевле, потому что смысла никакого даже нет. Во время кризиса один торговец вывесил на двери своего магазина объявление: распродажа. Цены снижены на 20%. Чтобы не попасть в просак, его сосед объявил снижение цены на 30%. Тогда габровец, лавка которая находилась между этими магазинами, повесил на дверях картонку: здесь главный вход на распродажу. Это же неплохо. На рынке. Тетка, эти яйца не свежие, в них, наверное, цыплята сидят. Цыплят, так и быть, бери бесплатно. Красавец, смотри, какой. Блин, ну картинки-то да, это отдельный вид такого искусства. Лесник поймал в лесу порубщика габровца. Начал было составлять акт, но габровец уговорил его не делать этого. Пообещал выставить хорошее угощение. Лесник согласился. Вечером пришел к габровцу в гости. Они ели и пили до полуночи. Наконец хозяин не выдержал: слушай, начальник, в следующий раз пойду. Если в следующий раз поймаешь, лучше акт составляй. Объел. Встретились два габровских шофера на узком мосту. Ни тот, ни другой не пожелали тратить бензин на задний ход. Один развернул газету и принялся читать, надеясь, что другому надоест ждать. Но тот вышел из кабины, сел на капот и крикнул: эх, коллега, когда прочтешь газету, дай мне посмотреть. Чтобы еще на халявку газетку просмотреть, знаете. Все учел. Смотрите, какой ключ скрипичный. Или нота, как там правильно, не знаю. Габровец нанял на день 2 пареньков рвать черешню в его саду. Вечером одному из них он заплатил меньше. Это почему же? Недовольно спросил паренек. Да потому, что твой напарник, когда рвал черешню, все время насвистывал, а ты молчал. Молчал, наверное, может, ел. А может, тот за музыку заплатил. Скорее всего, тот лопал черешню. Деликатность. А вот смотрите, вот картинки вообще капец. В купе ехали 2 габровца. За все время пути ни один из них не закурил, хотя оба были заядлыми курильщиками. Каждый думал, что у другого может не оказаться сигарет. Это неплохо. По возможностям. Зажиточный габровец ехал в поезде, в вагоне 3-го класса. Дело было летом, стояла невыносимая жара, вагон был битком набит пассажирами. Хозяин обратился к габровцу, ехавший в том же вагоне цыган: а ты-то почему едешь в 3-м классе? Что же делать, раз нет 4-го? Ответил. Яблоко от яблони недалеко падает. Дедушка, у тебя есть зубы? Нет, мой мальчик. Тогда подержи бутерброд, а я поиграю во дворе с моим дружком. А это чтоб не съел. Картинки.
Марк расщедрился. Муженек, у меня на старом пальто все пуговицы оторвались. Стыдно ходить в нем. Ничего, я завтра тебе куплю пальто, нет пуговиц. По скриптум. Габровец написал в конце письма: извини, что посылаю письмо без марки. Я уже опустил в ящик, когда вспомнил, что не приклеил марку. Блин, такой гениально. Тонкий расчет. Это уже второй, кстати, рассказ здесь «Тонкий расчет». Один габровец одолжил соседу глиняный горшок для варки пищи, но сосед нечаянно разбил его. Тогда, чтобы не портить добрососедские отношения, он пошел на рынок и купил новый, покрытый глазурью. Больше и лучше прежнего, вернул его вместо разбитого. Видишь ли, я разбил твой горшок, возвращайте новый. Новый-то новый, но мой уже пропитался жиром. Это как вот у анекдота, то, как еврей там сало продавал. Ну ладно, может там не еврей, может там был хитрый Петро, конечно. И типа почем брал, потом и продавал. Потом от других спрашивают, а как, в чем выгода? Ты же почем взял, потом продал. А ручки-то жирненькие. В день смерти матери сын зажег свечу и поставил ее в изголовье покойницы. Немного погодя, отец погасил ее. Оставшуюся часть сбереги до моих похорон, сынок. Надо я себе подумать. А он спичка какая красавица. Услуга по-габровски. Приехавший в Габрово крестьянин, собираясь закурить, вынул из кармана спички. Не порти зря спичку, остановил его прохожий, протянул ему свою горящую сигарету. Крестьянин закурил, а теперь, усмехнулся габровец, давай мне свою спичку. Габровская кровь. В Габровской больнице потребовалось перелить кровь пострадавшему иностранцу. После переливания больной почувствовал себя лучше и богато вознаградил донора габровца. Больному сделали второе переливание крови. Однако на этот раз пострадавший проявил крайнюю умеренность. После третьего переливания он вообще ничего не дал. В его жилах уже текла габровская кровь. Да, вот это неплохо. Нелегкая задача. Рот такой. Завтра банкет. Не знаю, идти мне или нет. А кто его дает? Я. Сообщение из Габрова. В целях экономии габровцы решили, что впредь они будут отмечать свои именины 29 февраля. Такой день бывает раз в 4 года, а празднуя именины одновременно в один день, никто не пойдет друг другу в гости. Классно. Золотая середина. Габровец покупает рыбу. Продавец спрашивает, какую часть рыбы ему отрезать. Отрежь немного от головы. Так, отрежь и от хвоста. Так, теперь дай мне середину. Разочарование. В одно из сел Габровского края приехали фининспекторы, чтобы проверить, не варят ли там ракию. Село сразу будто вымерло. Приезжих встретил один лишь старик и тут же предложил: пойдемте посмотрим у нас в доме. Инспекторы зашли к нему, искали, но так ничего не нашли. Они ее от меня прячут, сокрушался старик. Я надеялся, что вы отыщете раки, тогда бы выпил стопочку. Да так ничего не вышло. Они такой довольны. Картинки класс. Лишняя порция. Габровец чинил крышу своего дома. Вдруг он подскользнулся и сорвался вниз. Пролетая мимо кухонного окна, бедняга крикнул: жена, готовь на одну порцию меньше. Соскучились. Перед зданием суда Габровец поджидал своего племянника, адвоката. Стоянчо, приходи к нам вечером в гости. Мы с тетей очень хотим тебя видеть и поговорить. Хорошо, а какой кодекс взять с собой, гражданский или уголовный? Да не позвали, чтобы он на халяву что-нибудь рассказал. Согласно предписанию, больной жене одного габровца врач предписал перемену климата и, главное, соленый воздух. На другой день что зачитался.
Врач зашел к ним и увидел, что Габровец, держа за хвост селедку, помахивает ею перед лицом жены. Соленый воздух. Воспитание. Бабушка, дай мне ножницы. Ими можно пользоваться только при гостях, внученька. Откуси нитку зубами, ответила старая Габровка. Ну, так, я не понял там смысла сильно. Хочешь, не хочешь. Габровец и Севлиевец плыли на пароходе. Когда задул ветер и на море началось волнение, Севлиевец попросил Габровца, своего приятеля: дай мне твой костюм, но у тебя есть свой. Я не умею плавать, а если на мне будет твой костюм, то при кораблекрушении ты бросишься спасать меня. Охереть. Целое яйцо. К Габровцам приехал гость. На завтрак мать хозяйки сварила ему яйцо. Маленький внук не сводил глаз с яйца. «Не смотри так, внучек», — сказала им бабушка. «Дяденька не буйвол, чтобы съесть целое яйцо, и тебе достанется». Яйцо такое. Показатель. Представь себе, я оставил Тоте записку, что приду к ним на обед. Прихожу, его нет дома. Значит, он нашел твою записку. Какой красавец. Как стать торговцем? Одному начинающему торговцу никак не удавалось расторговаться. Все время терпел убытки. И вот решил подружиться с габровским торговцем, чтобы научиться у него, как вести дело. Габровец охотно взял его в компаньоны. Однажды они отправились за товаром по ту сторону Старопланины. По дороге к перевалу Габровец скупал в селах шкуры. Заячья, лисья, баранья. И, конечно, платил за них дешево, так как пришел за товаром на дом. Добравшись до перевала, они сели отдохнуть. «Видишь, какое дело?» – издалека начал Габровец. «Обещание остается обещанием. Торговца я из тебя сделаю. Но дай мне сейчас взаймы 300 грошей. Как приедем в Казанлык, я тебе их верну». Компаньон заколебался. «Дать-то тебе дам, но все же нужна какая-то гарантия». «Вот тебе гарантия». Габровец перебросил ему через плечо связку шкур. «Они стоят 400 грошей». Габровец взял деньги, и его ученик понес шкуры. Спустились с гор. В Казанлыке Габровец вынул деньги. «Возвращаю тебе долг, а теперь верни мне гарантию». Он ее так просто нес бесплатно. Он взял шкуры и продал их за 1000 грошей, ведь он продавал их с доставкой на дом. Потом отсчитал половину выручки и отдал ее компаньону со словами: «Чтобы быть торговцем, нужно отправляться и возвращаться не с пустыми руками. Холостых ходов не должно быть». Так. Так, вышел из положения. У одного габровца испортился телевизор. Изображение есть, а звука нет. Жена сказала: соседи тоже смотрят телевизор, просто их усилить звук. Чистая прибыль. В сельской школе потребовалось перестлать полы. Попечительство выделило на это дело всего 400 левов и объявило торги на подряд. Но плотники не брались за эту работу, слишком низкая была цена. Тогда пришел некий габровец и вызвался переслать полы за полцены. Когда он принялся за дело, все село пришло посмотреть на такого дурака. А дурак, зная себе, покрикивает, обращаясь к зевакам: «А ну, молодцы, подайте вон эти доски. А ну, посмотрим, что ты за мужчина, сможешь ли ты распилить эту доску. А ты что стоишь? Бери молоток и приколачивай». В конце концов, всю работу сделали крестьяне, а деньги получил габровец. Это как вот Том Сойер, то, знаете, забор красил. Диагноз. У одного габровского врача спросили: почему, осматривая пациентов, вы всегда интересуетесь, как они питаются? Имеет ли это значение для установки диагноза? Для диагноза нет, а для определения суммы гонорара да. Тоже неплохо. В зависимости от случая. «Мама, можно мне выйти во двор и поиграть с Петром?» «Нет, плохой мальчик». «Тогда можно мне выйти и побить его». Ничего не получил.
Аброец решил построить овен. Позвал мастера и принялся торговаться с ним. «Построим тебе овен за 10 дней», — сказал мастер. «Мне ты будешь платить по 5 левов в день, а помощнику по 2. Помощник не понадобится, я сам буду помогать». Через 10 дней построили овен. Рассчитываясь, Габровец не додал мастеру 10 левов. Мастер запротестовал: «Все правильно. Ты все же получил плату, а я ничего не получил за то, что помогал тебе». Так. Уникальная вещь. Узнав, что музеи покупают уникальные старинные вещи, Габровец предложил пару ботинок. «Мои ботинки уникальные. Отец их носил во время Первой мировой войны, когда они были сапогами». Ух ты, блин. Вернувшись с войны, он подарил их мне. Я из них сделал ботинки. Потом моя жена таскала их вместо шлепанцев. Затем сынишка играл с ними, называя их лодками. Во время Второй мировой войны, что поделаешь, мне снова пришлось их носить. Это действительно уникальная вещь. Глядите. У меня тоже такие ботинки бывали в жизни. Это было еще в прошлом веке. Крестьяне одного из сел Габровского края, пригласив учителя преподавать в сельской школе, договорились с ним, что платить ему будут не деньгами, а ракией, по 2 ведра с каждого двора. Когда начали варить ракию, учитель выставил большую бочку, и крестьяне один за другим приходили наполнять ее. 200 дворов, 400 ведер. Вскоре учитель объявил о продаже ракии. Попробовали купцы, оказалось, что в бочке чистая вода. А дело было вот в чем. Каждый крестьян думал, что 2 ведра воды не повредят бочке крепкой ракии, которые другие привезут. О, вот это очень не глупо тогда. Казалось, что просто все так подумали. Выгоднее. Сын Габровца решил стать врачом-хирургом. «Дурак», — заметил отец, — «стань зубным врачом. У людей сердце одно, а зубов 32. Тоже логично. Дальновидность. Знаете, какая красотка такая, румяно-щекая. Правда, что ты выдал дочь за своего кассира, правда. Но ведь ты же ему не доверял. А я сейчас ему не доверяю. Но теперь украденные у меня деньги он будет относить моей дочери. Некогда в буржуазной Болгарии была правительственная газета «Новые дни», выходившая на 16 страницах. Мальчики-газетчики в Габрово рекламировали ее так: 16 газет залив, 16 газет залив. В гостинице. Приехал по делам в чужой город, Габровец решил переночевать в гостинице. «Сколько берете за номер?» — спросил он. «За номер на первом этаже 10 левов, на втором 8, на третьем 6, на четвертом 4. Габровец подумал и собрался уходить. «Как вы считаете, что плата высокая?» «Нет, гостиница низкая, а это же дальше вообще бесплатно будет». «Какой должна быть квартира?» Смотрите, гриб. Габровец решил купить квартиру. Когда его спросили, какой она должна быть по площади, Габровец ответил: «Настолько большой, чтобы из-за домашних дел у жены не осталось времени торчать у своей матери, и настолько маленькая, чтобы теща не переселилась к нам». Какой-то Архимед прям там переворачивает мир. Договорились. «Сколько ты возьмешь с меня, чтобы отнести эти узлы на вокзал?» Спросил носильщика Габровец. «За большой узел 5 левов, а за другие по 2. В таком случае большой узел понесу я, а другие ты». «Невыгодно. Ох, ребята, ребенок проглотил 20 стотинок, надо вызвать врача». «Нет смысла, он возьмет 2 лева, а вытащит 20 стотинок». Проверю камеру, что у меня в порядке. Да, все в порядке. Не понял. Смотрите, какой тоже красавец. «Мой отец сошел с ума, и мне досталась его лавка. Значит, ты увеличишь мне кредит?» «Ты не понял, не я, мой отец сошел с ума». Простой человек. Торговец повесил на дверь лавку вывеску, написанную очень коряво и неграмотно. Ему сделали замечание, но он ответил: «Пусть покупатели думают, что продавец простачок,
которого легко обмануть. Я когда-то машину продавал какую-то, Opel у меня был Кадет, я так вот в объявлении специально писал там, типа как продам, делано для себя, специально такими вот, типа этими такими, специальным таким, скажем так, стилем, типа как колхозник вроде. Делано для себя. Пеной, шпаклевкой. Хорошо, что предупредил. Эй, сосед, твоя собака опять съела мою курицу. Хорошо, что предупредил, не буду кормить ее сегодня. Собака такая беременная. И такие перья. У тебя собака такая насупилась аж. В автобусе. Габровец сел в автобус со своим маленьким сыном. Сколько стоит билет для него? А сколько лет ребенку? 5. На него не нужно брать билет. А если он займет свободное место? Все равно не нужно. А если я возьму его на колени, сколько я получу за это? На весь день. Один молодой человек в присутствии габровца съел за обедом жареную скумбрию. Нельзя так, парень, что за расточительность, за расточительство? Не стерпел габровец, похвастался. А мне вот одной жареной скумбрии хватает на целый день. Кладу скумбрию на ломоть хлеба, чтобы он пропитался ее жиром и запахом. На завтрак у меня идет хлеб, на обед одна полна скумбрия, на ужин вторая. Молодец. Конфета. Габровка угощала соседских детей конфетами. Угостила раз, угостила другую. Когда в коробке осталось 2 конфетки, один из мальчиков, улучив подходящий момент, шепнул Габровке: «Тетенька, спрячьте конфеты, я к вам завтра один приду, чтобы вы меня угостили». Такой, решил такой прокатить. Телеграмма. Приехал Габровец в другой город по торговым делам. Продал товар и решил послать жене такую телеграмму. Товар продал выгодно. Приеду в Габрово в пятницу вечером. Твой Димитр. Телеграмма показалась ему длинной. Мара знает, что я всегда выгодно продаю товар. Подумал он, зачем не нужно. Осталось. Приеду в Габрово в пятницу вечером. Твой Димитр. Опять ему показалось, что за много платить. И так известно, что вернусь в Габрово. Не буду же я сидеть здесь до воскресенья без дела и зря проедать деньги. Я ставил только твой Димитр. Конечно, ее, а чей же ж? Зачем тратить деньги? Он порвал банк и вышел из почты. Простил. Бережливость. Когда одному шотландцу из Абердина рассказали анекдот о том, что габровцы перед тем, как лечь спать, останавливают часы, чтобы зря не портился их механизм, он заметил, что шотландцы поступают так же. И в свою очередь рассказал: а у меня сосед, который держит под кроватью тромбон. Когда ему нужно узнать ночью, который час, открывает окно и трубит. Всегда находится кто-нибудь, кто, проснувшись, крикнет: «Какой идиот поднимает шум в 2 часа ночи!» Такие анекдоты, знаете, такие с фантазией, конечно, я сказал бы так. Фантазия в них приложена, в эти анекдоты. Намек. Старый крестьянин из Габровского края шел в город босиком, а старые свои ботинки нес на палке за плечами. По дороге его догнал учитель, который тоже направился в город. Он был в новых ботинках. Крестьянин посмотрел на его новую обувь, посмотрел на свою, не стерпел и сказал: «Погляди на мои ботинки, учитель, 10 лет их ношу. Если так носить, дедушка, то и за 20 не сносишь». Насмешливо ответил молодой человек, не поняв намека старика. Паспорт не нужен. Содержатель гостиницы любезно отнес вещи нового постояльца на 4-й этаж. «Вот вам на чай», — сказал приезжий, и протянул ему кусочек сахара. Хозяин, не требуя паспорта, записал книги для приезжих. Торговец из Габрова. На чай, сахар. Извинения. Отрывок из одного письма. «Я очень извиняюсь, дорогой дядя, что не могу встретить тебя на вокзале. Придет моя жена, чтобы она тебя узнала, держи в левой руке поросенка или на худой конец гуся». Такая летающая тарелка, сделай сам. На базаре в городе Елена габровский мастер выставил свой товар. Искусно выточенные из дерева миски, плошки, ступки, солонки. Подошел сельский богач, долго рассматривал их и, наконец, спросил мастера, сколько они стоят. Получив ответ, он возмутился: «Ты просишь столько, будто они
из серебра, наверное, да? Тут что-то пропал шрифт. Габровец смерил его взглядом и сказал: если дело в том, что они из дерева, ступай в лес, дери в лесу сколько хочешь, сделай сами эти вещи. Ну да, тоже так. Доволен ответом. Утром мастер спросил учеников: когда вас разбудил подмастерье? Мы встали, когда стекло лампы было еще теплым. Мастер был доволен ответом. Пусть утихнет буря. Габровец с сыном приехал на море. Однажды они катались на лодке, и далеко от берега их застигла буря. Господи, если ты смилуешься над нами, я поставлю тебе свечу длинную, как мачта, взмолился отец. Его маленький сын робко спросил: папа, где ты ее возьмешь? Ведь никто не делает таких длинных свечей. Молчи, дурак. Пусть утихнет буря, а потом будет видно. Габровец есть габровец. После смерти отца признательный сын поставил ему скромный памятник с надписью: здесь покоится Васил Тонков. На одной из ежегодных панихид на кладбище сыну вдруг стало дурно. Подумав, что ему приходит конец, он собрал последние силы, добрался до памятника и прибавил к надписи: и сын его Тонко. Я тоже видел на кладбище. Ну, недавно, там это было года 3 назад, что, короче, типа как муж умер, жена, и жена фотография, и все, только даты нет. Типа, я думаю, что это такое? Мне говорят, да это уже типа под себя забили, уже и осталось прикопать и дату потом перебить. Я офигел, честно говоря, с такого. Забыл. С дату, точнее, набить, а не перебить. Носильщик, весь мой багаж в вагоне, спросил Габровец. Да, ты уверен, что ничего не забыл? Ничего, кроме моих чаевых. Смотрите, красота. Приглашение по-габровски. Послушай, приезжай ко мне в Габрово. Сведу я тебя к соседям, увидишь, как у нас гостей принимают. Посудина. Однажды известного в Габрово богача деда Миню Попа обозвали скрягой. Старик ничуть не обиделся. Каждой посудине следует быть скрягой, сказал он, если она хочет сохранить то, что налито или положено в ней. Вот такая философия. А в накладе не останется. Один габровский шофер был добровольным сотрудником ГАИ. Случилось ему однажды побывать в другом городе, где его за нарушение штрафовали на 2 лева. Шофер только усмехнулся и бережно спрятал квитанцию. Он сразу смекнул, что использует ее, оштрафовав какого-нибудь нарушителя в Габрово, и таким образом вернет себе 2 лева. Это же такой молодец. Абердинец. Абердинские какие-то породы есть чего-то. Дипломаты. Абердинец зашел в ресторан пообедать вместе с новым своим знакомым из Габрова. Как и следовало ожидать, они заказали на двоих одну рыбу. После того, как официант принес заказанное блюдо, они долго не решались прикоснуться к рыбе, чтобы не проявить излишней поспешности. При этом каждый отметил про себя, что хвост брать невыгодно, он тоньше. Рыба начала стынуть. Абердинец, к которому она была обращена хвостом, завел разговор. Ты знаешь, что такое философ? Нет. Абердинец повернул блюдо так, что голова рыбы оказалась в его стороне, и объяснил: философ — человек, который может повернуть мир так, как я это блюдо. А ты философ? Поинтересовал Габровец. Нет, нисколько. Тогда мир пусть остается таким, каким был. Сказал Габровец и вернул блюдо в первоначальное положение. Понимаете, абердинец-то какой-то как антагонист. Это тоже хитрый, смотрите, хитрый такой этот шотландец, абердинец. Опять смотрите про шотландца. Не знаю, наши шотландцы тоже такие хитрые. На почве юмора габровцы и шотландцы нашли общий язык и начали общаться. Как-то шотландец и габровец отправились вместе на бесплатную лекцию. К концу лекции вдруг начался сбор денег на благотворительные цели. Тут шотландцу стало дурно, а габровец вывел его из зала. Ну да, чтобы типа не платить, благотворительная, типа там она была. Она была бесплатная, потом типа как прошлись, это типа, чтобы кто-то что-то кинул. Какой-то поп. Ну какая дамочка, смотрите, какая. Робинсонских форм.
Богатый габровский бакалейщик, бывший уже в преклонных годах, заболел и слег. Чувствуя, что ему уже не подняться с постели, попросил сына сходить за священником. Сын пытался отговорить его, считая, что можно обойтись и без исповеди, но старик продолжал настаивать. Пришлось сыну пойти к попу. «Почему ж ты раньше не пошел?» — сердился поп. «А вдруг старик уже умер?» «Не беспокойся, батюшка, я его знаю, до твоего прихода не умрет. Я ему сказал, что ты придешь и вернешь ему 100 левов, которые брал у него взаймы». По гостям и угощения. В Габрово гостей угощают кофе 3 сортов. Натуральным кофе К, суррогатным из ржи Р и из высушенной и вновь сваренной кофейной гущи Г. По гостям и угощения. Однажды к одной габровской семье пришли гости. Женщины в шляпах, женщины без шляп и деревенские женщины. Хозяйка велела служанке сварить кофе. Поскольку гости были такими разношерстными, служанка растерялась и спросила хозяйку, какой же кофе варить, К, Р или Г? «С», ответила хозяйка и пояснила, смесь. Пьет такая с упоением таким. Процент. Щедрость. Пригласили габровца в гости. Он вытащил сигареты и предложил закурить соседу справа. «Спасибо, я не курю». «И я тоже», — ответил сосед слева. Даже на габровца тихонько шепнул на ухо. «Почему ты не угостишь хозяина? Он курящий», — еще тише ответил муж. Уважительная причина. Однажды один из учеников не пришел в школу. На следующий день учитель спросил его, что случилось. «Да не в чем было прийти», — ответил мальчик. «Мама выстирала мои штаны». Через несколько дней он снова не явился на занятия. «Что же тебе на этот раз помешало прийти в школу?» — спросил учитель. «Я пошел было в школу, господин учитель», — начал оправдываться маленький габровец, «но, проходя мимо вашего дома, увидел, что на веревке сохнут ваши брюки и решил, что тот остался дома». Отцовский совет. Приехал габровец в Софию навестить своего сына-студента. А тот поспешил похвалиться. «Знаешь, отец, я сегодня сэкономил 6 стотинок. Молодец, сынок, а как ты это ухитрился? Утром я не сел в трамвай, бежал за ним. Дурак, надо было бежать за такси. Так сэкономил бы больше». Это анекдоты, типа про Чукчу еще были такие. Крестьянин делал покупки у габровского торговца. Они договорились, и крестьянин спросил, почему у габровцев все так спорится. За что бы они взяли, все ему дается. «Наверное, потому что мы едим особую рыбу», — ответил габровец. «Все дело в ней». Крестьянин попросил габровца продать ему этой рыбы. Оказалось, она очень дорогой, но крестьянин заплатил, не торгуясь, и ушел. Через некоторое время они встретились снова. «Рыбу я съел, но габровцем не стал», — пожаловался крестьянин. «Значит, нужно купить еще». «Да я бы не прочь, но уже очень дорого ты продаешь. Вот если бы ты отдал подешевле». Торговец засмеялся и дружески хлопнул крестьянина по плечу и сказал: «Нет, братец, ты уже поумнел, понял, что прежде чем что-то купить что-либо, надо поторговаться». Так, всегда в курсе. Такая картинка. Владелец фабрики тяжело заболел. Жена вызвала врача. «Сударыня», — сказал врач, смерив больному температуру, «у нашего мужа лихорадка. Температура у него 39-40 градусов». Тут с кровати послышался голос больного: «При 40 можете продавать». Знает счет деньгам. «Ганчо, вот тебе 2 лева. Купи булочек. Одну себе, а другую мне». Немного погодя, маленький Ганчо вернулся и, дожевывая на ходу, сказал: «Вот тебе лев, я купил последнюю булочку». Ну, такое. Сам себя обманул. Возвращаясь с работы, габровец увидел около своего дома шумную ораву детей. «Вздремнуть не дадут», — подумал он и сказал: «Что это вы здесь собрались? Вон там за углом какой-то чудак сгрузил целую машину яблок и теперь бесплатно раздает их. Бери сколько хочешь». Дети бросили игру, со всех ног помчались за яблоками.
Хабровец стоял, посмотрел за бегущим на бегущих на перегонки ребят и вдруг сам побежал следом за ними. А что если в самом деле раздают бесплатно яблоки, подумал он. Сам побежал. Смотрите, какие красивые картинки. Да, картинки здесь класс. Такое все незамысловатое, но такой стиль. Все в одном стиле. Упущенная возможность. «Почему ты плачешь?» — спросил прохожий мальчишку. «Мама дала мне лев, а я его потерял. А вот тебе лев, только не плачь». Мальчишка взял лев, заплакал еще горше. Я понял даже о чем. Два. «И что же ты опять заревел? Как что? Если бы я не потерял мамин лев, то у меня сейчас было бы уже 2 лева». Приглашенные. Бывшие однокашники решили собраться на юбилейный вечер. Они разослали пригласительные билеты и в условный день собрались в ресторане. Поужинали, потанцевали. Потом каждый заплатил за себя. Дошла очередь и до Габровца. А я по пригласительному билету. Смотрите, даже капля по капле. «Папа, выбивая ковер, я нашел стотинку. Что делать?» «Продолжай выбивать, да посильнее». Торговец, рыба, соль и деньги. Давно это было. Приехал из придунайского города в Габрово торговец с 2 вазами рыбы. Один лавочник взял у него для розничной продажи 100 килограмм рыбы, другой 200, третий 500. И все в кредит. Спустя известное время пошел торговец по лавкам собирать деньги. Один хозяин расплатился с ним, второй тоже, а вот третий поморгал глазами, почесал в затылке и спросил: «А какие именно деньги ты требуешь?» «Как это, как какие?» «За рыбу, я тебе 100 килограмм загрузил». «Ах, за рыбу, знаешь, потратил я их, соль купил». «Какую соль?» «Рыбу засолить. Погода потеплела, боялся, что рыба протухнет, вот засолил ее». «А где рыба?» «Продал». «А, значит, продал? Тогда выкладывай деньги». «Вот бестолковый, я сказал, что у них соль купил». «А где соль?» «Рыбу ею засолила». «Где рыба?» «Распродал». «Где не соль купил?» «Где соль?» «Рыбу засолил». Рассердился торговец, махнул рукой, что разговаривал с таким дурнем, и пошел из лавки. Говорят, с тех пор габровские торговцы сами стали есть на Дунай за рыбой, сами продавать. Зачем делиться выручкой с оптовиками? Ну, такая просто история. Консерватор. О, консерву делает. Консерватор. Молодой габровец обратился к своему деду. «Ты знаешь, дедушка, это сейчас очень модно дарить внукам, которые названы в честь деда, автомашины». «И я придерживаюсь старой моды, внучок», — ответил старый габровец. Поймал на слове. Паренек из Габрова поступил в ученики к каменщику, который заставлял всех своих учеников и подмастерьев работать до тех пор, пока он не скажет: «Темно, кончай работу». «Мастер, погляди!» — крикнул однажды вечером габровец. «По стене мышь бегает». «Темно, ничего не вижу», — буркнул мастер, продолжая укладывать кирпичи. «Ну раз уж темно, кончаем работу», — заявил габровец, и все дружно начали снимать фартухи. Ну так себе. Есть шутки тут и получше. Резонный ответ. Посетитель одного из габровских трактиров сердито сказал хозяину: «Вино разбавлено водой». «К чему шуметь? Я ведь не оставляю тебя платить за воду». Красавцы. Вышел из положения. Габровцу понадобился пузырек. Он нашел склянку, но в ней оставалась капелька йода. Жалко стало габровцу выливать ее, и поэтому он уколол иголкой палец, смазал его йодом, потом использовал пузырек. Купите и вы. Из горного селения в Габрово пришел поп. Завернул в трактир, он заказал жареную скумбрию и стакан вина. А так как дело было в пост, то сидевшие за соседним столиком при виде скумбрии потекли слюни. Наконец один из мужчин набрался храбрости и сказал: «Отче, а наш поп не дает нам есть рыбу в пост. И я не даю. Купите и ешьте», — ответил поп. Поп такой: «С кем поведешься, от того и наберешься». Один габровский мастер-ремесленник держал у себя в мастерской баклажку с вином. Время от времени он прикладывался к ней,
Поглядывал на подмастерье и говорил: хочешь венца? Да нет, вижу, что не хочешь, ну и ладно. Подмастерье молчал, только усмехался. Так продолжалось изо дня в день. Однажды понадобилось расплющить кусок железа. Когда оно было вынуто из горна и положено на наковальню, подмастерье поднял молот, но не ударил по раскаленному железу. Говорил, подражая мастер: хочешь молота? Да нет, вижу, что не хочешь, ну ладно. Молодец. Крестьяне горных сел Габровского края были известны в прошлом как потомственные бродячие торговцы. Верхом или на тележке ездили они по селам и хуторам. Продавали разные изделия, закупленные у габровских ремесленников, или меняли их на что-либо: холст, шерсть, бараньи шкуры. Сегодня здесь, завтра там. И так изо дня в день. Если дорога вверх была слишком крутой, клали в торбу горсть овса, давали ее понюхать лошадке, а потом, закинув торбу за спину, шли наверх. Почуяв овес, лошадка, напрягая силы, тянула за торбой и преодолевала крутой склон. Ну, вообще не хотел бы быть лошадкой у этих габровцев. День познается с утра. Маленький габровец спросил продавца бубликов: дяденька, сколько стоит дырка от бублика? Нисколько. Тогда выбери мне бублик с самой большой дыркой. Это классно, смотрите, картинка, такой веселый пацан. Вот чего мне с этими картинками запомнился. Эта книга, конечно. Эти знойные дамы. Аргументы. Дайте мне 2 взрослых билета и 1 детский, сказал габровец кассиру. Как детский? Ваш сын давно уже вышел из детского возраста. В брюках ходит, заметил кассир. Хорошо, тогда дайте взрослый для сына и детский для жены, она в шортах. С логикой не поспоришь. Предупреждение. У габровского ростовщика деда Миню, это Миню-поп который, было много должников. Когда тому или иному из них наступал срок платить по векселю, старик приходил к его дому, стучал в дверь и восклицал: готовься, начинаются родильные муки. На всякий случай. Дед Миню-поп клал остатки спичек в глиняный горшок. Когда его спросили, зачем они ему, он ответил: палочки готовые, обструганные, авось пригодятся на что-нибудь. Ничего не упустил. Отправился горец, житель Габровского края, за Балканский хребет, в Южную Болгарию, покупать муку. Ведь в горах у них хлеба не сеют. Муки я тебе дам сколько хочешь, если мы с тобой пайщиками станем, сказал горцу южанин, задумав его провести. Как так пайщиками? Да ведь у меня земли нет. Зато руки есть, а землю тебе дам. Ты ее спашешь, засеешь, уберешь урожай, обмолотишь, а потом мы разделим зерно пополам. А полову? Перебил его габровец. Ну и солому разделим пополам. Воз мне, воз тебе. А полову? Снова перебил его габровец. Далась тебе эта полова, рассердился южанин, поняв, что не провести ему дотошного габровца. Нет, не станем мы с тобой пайщиками. Габровский некролог. Умер. А я так понимаю, вся шутка. Это, наверное, имя, фамилия так. Умер. Или просто решили сократить типа средства. На типа буква сколько-то денег стоит. Такой, я уже по-габровски мыслю. Сосед, ты уже целый год качаешь воду из моей колонки. Плати половину тарифа. Ну уж нет. Вот тебе мой колодец, вот ведро. Натаскай себе хоть 2 раза больше, а я слова не скажу. Такой шрифт иногда просто как-то плохо видно под лампой. Папа, мне приснилось, что ты купил мне маленькую шоколадку. Если будешь слушаться, то тебе приснится, что я купил тебе большую шоколадку. Узкое место. Это не продам эту, надеюсь. Раньше в кооперативной швейной мастерской был всего только 1 закройщик, который не поспевал обеспечивать всех портных работой. Поэтому его называли узким местом. При этом помещение было тесным. Но когда зашла речь о хозрасчете, о встречных планах, в мастерской, как бы ни было там тесно, поставили стол для еще одного мастера, а вдвоем они завалили работой портных. «Кто тот парень, что с тобой работает?» – спрашивали клиенты старого мастера, заходя в мастерскую. «Как кто?» «Встречный план». Заботливость. Когда красили театр в Габрово, не повесили надпись «Берегись, краска», а повесили «Береги краску». Червонец. Так уже скоро заканчивается книжка.
Торговец-оптовик, житель города Елена, часто приезжал в Габрово на телеге, полной разных товаров. Одним лавочникам он представлял товары в кредит, другим за наличный расчет. Это зависело от их материального положения. Однажды некий начинающий торговец-габровец попросил оптовика открыть ему кредит. И тот, хотя и не питал доверия к тем, кто хочет завести свое дело, не имея капитала, все же решил рискнуть. Габровец показался ему надежным человеком. Дал ему оптовик товар. Прошло некоторое время. Он снова приехал в Габрово и зашел в лавку нового торговца. Поглядеть, как у него идут дела, и получить причитающуюся с него сумму. Габровец повел его к себе домой, угостил кофе, потом вынул из кармана записную книжку, в которой вел подсчеты всем приходам и расходам. В тот момент из нее выпал червонец и покатился по полу. Его поднял маленький сынишка хозяина. «Папа, папа, я нашел денежку!» — воскликнул он. «Пустяки!» — махнул рукой отец. «Отнеси ее в лавку маме, пусть она положит их другим золотым монетам. А за то, что ты ее нашел, пусть мама даст тебе пятачок, купишь себе леденцов». Мальчик обрадовался и выскочил за дверь, а кредитор, весело улыбаясь, сказал хозяину: «Повременим с долгом, в следующий раз вернешь. Вижу, ты стал платежеспособным, раз у тебя червонцы по полу валяются. Дело свое ведешь как надо». А весело мне стало потому, что вспомнил, как в свое время я уже устроил такую комедию с червонцем перед одним своим земляком. Разочарование. В общем, два типа как этих встретились, два одиночества. Типа рыбак рыбака, вид издалека. А разочарование. Вот потому что понял, что тот хитрый, как бы все будет нормально. А разочарование. Молодожены габровцы собрались строить дом. Однажды за обедом они ели тушеную фасоль деревянными ложками. В то время пришел тесть. Его пригласили к столу, но он сердито бросил: «Раз вы фасоль ложками едите, дом не скоро построите», и ушел. Такой вот конец. Фасоль ложками. Габровский корчмарь вывесил на видном месте большое объявление: «Здесь подается бесплатная закуска». Ну, наверное, что это закуска под выпивку платная. Люди повалили в корчму, заказывают наперебой, кто одну стопку раки, кто две, кто три. Но когда стали расплачиваться, оказалось, что стопка раки стоит не 1, а 2 лева. Разразился скандал. «Это верно, что в других корчмах за раки берут по леву за стопку», — сказал корчмар. «Но зато закуска у меня бесплатная». Ну что тут? Ну как бы надо еще... Ну, габровцы проверили его, все объели, и 2 лева не помогло, конечно. Только репа. Крестьянин из горного села Габровского края шел в город на рынок, погоняя осла, нагруженного мешками с репой. На Конношском мосту осел заупрямился и встал, как вкопанный, ни взад, ни вперед. Рассердился крестьянин и давай его хлестать хворостиной. «Слушай, дядя», — крикнул возмущенный этим зрелищем прохожий, — «совесть у тебя есть?» «Нету, дорогой, только одна репа», — ответил крестьянин. Сел габровский мастер обедать. Взял бутылку с подсолнечным маслом, вынул пробку и стал макать в нее кусочки хлеба. Протянул свой кусочек и подмастерье, но мастер хлопнул его по руке. «В пробку будешь макать, когда будешь макать с мастером, пока тебе хватит тебе и тени от бутылки». Да, вот это вот тоже класс. Блин, такого не додумался. Не без основания. И макает. Ехал в автобусе габровец. Свой чемодан держал на коленях. Кондуктор потребовал заплатить за багаж. Но габровец отказался, ведь я его сам держу. Ну все, некролог. «Да простит Бог моего отца, скончавшегося в базарный день. За упокой его души лавка будет открыта до позднего вечера». Ой, даже понимаю, в чем тут будет речь. Осел будет рисовать картину. Пригодилось. Умер габровский врач. Его жена, чистокровная габровка, чтобы не тратить деньги на надпись, прибила к кресту святую с дверей табличку: «Доктор Гаванков, прием...» снятую с дверей табличку: «Доктор Гаванков, прием с 9 до 11 часов. Новая цена». Художник предложил габровскому торговцу полотном купить у него картину. Купец посмотрел на нее и отсчитал художнику 50 левов. 50 левов, расстился художник. «Я для нее купил одного полотна от вас же на 150 левов». «Да, тогда оно было чисто», — невозмутимо ответил габровец. Да, не то, что я подумал, конечно. Просто картинка такая.
поезде. Кондуктор спрашивает мальчика: ты в каком классе учишься? В 3. А сколько тебе лет? 5, отвечает маленький Габрович, чтобы у него не потребовали билет. Вот какие, смотрите, клыши. Простодушный гость. Габровский поп был очень скупым, принимать гостей не любил, но все же время от времени он устраивал, как этого требовал духовный сан, званые обеды. Придут приглашенные, попадья принимается накрывать на стол, поставит миску с каким-нибудь варевом перед попом, а сама уйдет на кухню и гремит там посудой. Пока она там возилась, поп съедал поспешно свою порцию. Вытерев руки полотенцем, он устремлял свой взгляд наверх и восклицал: «Поп сыт, попадья сыта! Благодарю тебя, Боже! Попадья, убирай со стола!» Так было всегда, и никто не мог похвалиться, что ему удалось что-то съесть на обеде у попа. Но вот однажды пришел к попу некий простодушный человек, пригласили его за стол. Попадья, как обычно, поставила перед попом миску, не успев поп взяться за ложку, как гость остановил его. «Погоди, отче, ты забыл поблагодарить Всевышнего да перекреститься». Положил поп ложку на стол, поднял руку, чтобы осенить себя крестным знамением. В этот миг гость придвинул себе миску и принялся есть. Когда попадья вернулась в комнату, гость уже опустошил миску, а поп по привычке продолжал сердито: «Поп сыт, попадья сыта». «Ошибайся, отче», — прервал его гость. «Нужно сказать: гость сыт, попадья сыта». И он попадал попадье пустую миску. Так, наверное, последний, без расходов. Последний рассказ, последний анекдот. Предприимчивые и находчивые габровцы, умеющие из всего извлекать пользу, решили подзаработать на бесчисленных анекдотах, относящихся к ним. Общинный совет Габрова объявил, что каждому, кто лично или письменно представит совету новый анекдот о габровцев, будет выплачено 5 левов. За короткое время шутники и острословы прислали столько анекдотов, будто намеревались разорить совет. Позднее, когда речь зашла о палате вознаграждений, мэр Габрова заявил: никакого вознаграждения не будет, потому что анекдоты не новые, большинство из них с бородой. Так или иначе, но габровцам удалось без труда собрать массу анекдотов и составить сборник, который был выпущен на болгарском и иностранных языках. Надо сказать, что его издание не только с лихвой окупилось, но и прославило габровцев на весь мир. Знаете, коня, кстати, я того не нашел, что был в том моем издании. Половину. Ну, там в начале какой-то конь, может быть, это был он. Так, издано в Болгарии. Издательство, ну, наверное, напечатано там. Свят София. Так, эпилог. Узкие брюки и короткие юбки, планер, спичные коробки, намазанные серой, только с одной стороны. Самые мелкие монеты выдумали габровцы. Габрово, Нью-Йорк. Знаете, у меня эта книжка оставила такое довольно приятное впечатление. Такое плоско, конечно, но так, честно говоря, с удовольствием. Такое. Сейчас с нынешним юмором, вот такой простой, немного тупенький юмор, он и как бы неплох. Мне захотелось в этот город Габрово съездить. Сейчас никуда, конечно, не поеду. Кто-нибудь был вообще в этом городе? Там прикольно, вот напишите, кто был. Ну, думаю, что там, скорее всего, ничего такого сильно нет. Ну, Болгария страна такая, ну, обычная, скажем так. Ну, напишите все же, кто там. В Болгарии обычно просто едут на море. Напишите, кто там был, чем про Габрово. Кто, у кого была такая книжка. В общем, я остался доволен. Смотрите, такие картинки тут. Так что так, вот такие вот габровские анекдоты. Ставьте лайки, дизлайки, кому понравилось, не понравилось. Подписывайтесь на канал. Впереди еще много будет интересных книг и журналов.